Раз. Окей. Блин, то-то я думаю, что за дерьмо. Так, ладно. С какого-то перепугу вдруг у меня микрофон, кажется, перестал работать. Угу. Так, ну, пошли. Фьючермен. О, привет, Скар, здорово. Чё, как оно? Чё, весь в работе и все такое? Понимаю. Сам тоже работаю. Капец. Давненько такого не было у меня, чтоб я прям безумно хотел поиграть. Норм. Весь в работе. Вчера капец уставший был. Болел. Стрим не завел. А так чуть ли не каждый день хочется в эту игру играть. Так, вниз. Все, четко. Че, ты успел поиграть? Silksong? Почти не играю. Игровая импотенция какая-то. А я что-то в эту игровую импотенцию особо не верю. Ну ладно, я пока сюда идти не буду. Или погоди. Давайте разберемся, что, кого вообще и как. Добудьте в цитадели светлое масло. Так, светлое масло. Ну, наверное,
тоже не верил. До 40 под чем. А, Какие люди? Привет, сыграл в Ирбетон. не. Привет, Маулер. Тут как бы игра другого размаха и другого толка совершенно. Ну, типа, у меня нет такого чувства, типа, долго, когда, типа, о, якутская игра вышла, обязан поиграть. И все такое. Не, как бы заценить-то заценю когда-нибудь, но... Вообще не тороплюсь с этим. Вообще не тороплюсь. А то что-то часто, когда какая-то новая якутская игра выходит, вопросы возникают у людей по типу, а чё еще не поиграл и все такое, блин. Ну как-то это... Нет такого у меня безумного чувства долга. Если игра изначально мне интересна, там по жанру, еще как-нибудь, то да. То да. Поиграю обязательно. А так... Не знаю. Ирбетон, по-моему, какая-то casual игра, да? В этом пиксельном приключении Павел идет через постепенно разрушающееся Баларамовское село, ведомое космологией народа Саха и память у предков Камера золота рушится, а память нагревается. Он ищет смысл в тихом походе за вареньем. Ну, понял. Но мне такое не особо интересно. Так. Покчем. Такой надо показывать этим. Такую игру надо заставлять играть там каких-нибудь За вареньем. промышленников и тогда там прочее, которые загрязняют окружающую среду и тому прочее. Но это их прям заставить надо, прям, ну, под дулом пистолета поиграть. Ну, иначе не получится. Андертильди и добавить тему, да. Как Undertale, ага. Так, погоди-ка. Ну-ка, давай. О, не, ничего себе. Нормально так насыпало бабла. Так, тут все. Спускаемся. Так, ну посидим на лавочке. И пойдем дальше. Под цитадели. Потом вернемся вниз. Да. Так, хорошо.
Тварь. Так, а тут я почему дальше не пошел? Понял. Все, вспомнил. Так, тут у нас есть Биги-Бога. А, 2 урона наносишь. Чё-то 2 урона я не не увидел сразу. Здоровенный главкач какой-то, капец. Песень дарует силу. Учусь. Угу. Так, ну давай. Ну блин. Здоровенный сук. Ты не то нажал. Третий? Третий. Не, нет. То я подумал, третий есть. Люди ведь любят красивые числа. Типа 3. А, тут босс. О, блин. Сейчас. Вот эти жуки, да? Заводные танцоры. Окей. Что-то я не ожидал сплэш атаки внизу. Что-то прям там сплэшнуло жестко. Блин, капец, тут много денег заработать можно. Ну здрасте, блин.
Ну давай идите ко мне. Ага. Хорошо. Пошли. Можем пробежать. Угу. Ну давай. Да ладно, а чё такой большой ракурс? Точнее, ну, этот радиус. Ракурс. Ничего себе. Окей. Какие-то они голубые. Ай. Окей. Да блин, да что ты делал? Фак. Да блин. Чё так нежно прыгнул-то? Совсем маленький прыжок сделал. Надо было сильно прыгнуть. Ай, просрал столько бусин только что, пипец. Ёба народ. Ну вот сразу бы так. Так, ладно, пошли. Угу.
Угу. Так. Сколько они, интересно, будут ускоряться? О, рассинхрон пошел. Блин. Так. И все. Последний танец. Победите заводных танцоров. Окей. Ну, это был третий трай, по-моему. Окей. Заводные танцоры. Так, и что тут у нас? Лифт. Пилигрим Вечного Фарлма, ты редкий избранник, коему удалось зайти на сей последний порог. Внемли же нашему желанию и исполни его, дабы мог ты подняться выше и увидеть конец своего пути. Это же клетка. Мы желаем услышать песню архитекторов в сердце нашей цитадели. Тех, кто поддерживает наше королевство, его стены, его основание и даже его голос, даже когда другие умолкают. Мы желаем услышать глаз смотрителей из великих катакомб. Тех, кто сквозь века оберегает нашу историю, наши молитвы и наши тайны. Мы желаем услышать мелодию проводников в высоко сверкающих башнях. Тех, кто несет самое тяжкое бремя и мог бы вечно вести нашу землю к величию. Пилигрим Вечного Фарлама, услади же нас трехчастной песней, дабы смог ты подняться выше и поклониться божественному сердцу нашего королевства. Так. Окей. Допустим. Ай, нахер иди.
Хотя, иди сюда. Ну иди сюда. Ну давай. Блин, вот собака заскриптован так, чтобы он туда не подходил. Хотел через него наверх подняться. Блин, тут таких много прям. А, подожди. То есть то место является чем-то другим? Странно. Давай. Окей. Так, что это? О, белый ключ. Металлический ключ, тонкая работа, сделанная в форме хирургического инструмента, дает доступ в белые покои цитадели. Как будто бы что-то помню такое. Ладно. Найс. Так, смотрим. Угу. Ну, пошли. Ты слышишь? Это же ты ведь была. Ты сейчас звонил в этот здоровый колоколище, от которого оглохнуть можно. Прям в тот момент, когда я пытался уснуть. Хранитель. Признавайся, это ведь ты сделала, мелкая шельма. Звонит она, понимаешь ли. Любопытное место для отдыха вы выбрали, сударь. Может, вам известно что-то об этом святилище и его подобиях? Там, внизу. О, вижу, ты гораздо не только в колокола звонить, но и вопросы чудные задавать. Ты точно не пилигрим, но и не из хора. Нет, я знаю, кто ты такая. Бесстыжая звонарка. Да еще и со странностями. Ты хоть понимаешь, что натворила, пробудив это святилище? Звон этого колокола раздался повсюду. Слышали его и убогие, и заблудшие. Все они уже спешат сюда. Ну что сделано, то сделано. Колокол прозвенел. Ты озорница. Главное, надолго отсюда не отлучайся. Поможешь мне с оборванцами-пилигримами, да с гнусными стервятниками, которые скоро заявятся. Ну, пробужденное святилище зовет их, понимаешь. Тут безопасно, приходи сюда. Это слова слышатся каждому пропащему пилигриму и грязному проходимцу, который, к несчастью, сумел добраться до этой окаянной цитадели, сохранив рассудок. Ну что сделано, то сделано. Колокол прозвенел. Ты озорница. Главное, надолго отсюда не отлучайся. Если позволит время, господин Жук, я обязательно сюда вернусь. Что, можно тут... Типа дефать это место надо или что? Ну ладно. Кто-то там ходит. Блин. Ладно, где там это? Собака. И она сдохла, что ли? Ну, ё-моё. О.
М. Ага. М. Что это? Из нее бабочка вылетела. Или мотылек. Так, что это вообще? Механизм с символом шелка. Да не надо. Так. А я и не знал. Ну ладно, давай, допустим, повернем. Мне кажется, будет логичнее его повернуть. Скорее всего, тут где-то есть проход. Ну, тут дальше. Блин, вот это тупость. Это, кажется, масло, да? Так, и как тут пробраться? А вот кто проснется? И такой типа, эй. Так. О. Френ.
Сволочь. Блин. Так, смотрим. Ага, все. Первый алтарь. О, ну ё-моё, интересно. Уголок песни. Развитие на уголка. Это место должно быть приютом для любой оборванной букашки, что сюда забредет, но для этого нам нужны припасы и средства, так что если ты читаешь, вытряхивай карманы. Наше поселение беззащитно, но больше так и продолжаться не может. Когда придет беда, мы должны быть наготове. Принеси нам булавки хорных жуков, и их клинки все еще прочные и острые. Окей, без проблем, вот это могу. Странствующая торговка. Говорят, старая торговка-пилигримка Юбилана бродила по хоровым палатам, но сюда так и не доподнялась. Неужто с ней стряслась какая-то беда? Окей. Так, что у меня по средствам? Все печально. Надо копить. О. Вижу, ты тоже отыскала место, сестра. Великое обещание нашей цитадели было задушено проклято нитью. Но сей исполинский колокол пока еще может послужить нам убежищем. Мы оказались среди немногих избранных, коим было даровано еще несколько мгновений жизни. Цитадель избрала нас, даровав нам возможность пожить еще немного. Но кто бы знал для чего. Так, смотри, что натворил твои шаловливые лапки, звонарка. Как я и говорил, теперь это святыня, как что было когда-то обитель спокойствия, кишмя кишит всяким сбродом. Вокруг старого святилища сгрудилось столько народа, что хватит на убогое поселенице. Все эти несчастные жуки жертвуют цитадели ее коварного притяжения. Это место заманивает их в свою утробу, чтобы переварить без остатка. Верно, что внутри, что снаружи, это лишь большая позолоченная обманка. Что ж, пусть эта горстка бродяг хоть ненадолго почувствует себя в безопасности, несчастные простаки. Ты, звонарка, может, думаешь, что я олух, но я хорошо знаю это место, к тому же у меня отличное чутье. Тебя ведь что-то привело сюда, верно? Из-за пределов наших земель. Вы правы, это был зов с вершины вашей цитадели. Я прибыла в ваше королевство по милости того, кто меня там ждет. И теперь ищу способ выразить благодарность за это приглашение. Скверные слова. Красивые, но все же скверные. Буду молиться, чтобы ты не навлекла еще больше ненужных страданий на головы этих бестолковых маленьких пилигримов. Так. Я не прочитал. Позволь жуку сохранить его маленькую тайну. Мне было только приятно притворяться обывателем. Я не хотел перемен. Это ты их навязываешь. Перемены были неизбежны, сударь. Они случились бы и без меня. Монархиня пробуждается. Ее нити тянутся далеко. Ее присутствие лишь ускоряет то, что предначертано. То, чего ты добиваешься, хочешь захватить власть, стать новой королевой, что стоит над всеми нами. Дать нам надежду, чтобы потом запутать всех нас в свои мерзкие сети. Качи и боги всегда так поступают. И вот теперь валяется тут безвольный, отверженный, потерявший веру и измученный. Убогое поселение ты тут создала, сударыня звонарка. Мороки мне с ним по горло. Я не знаю, как им помочь. Нам нечем с ними поделиться, даже надеждой. Окей. Прикольно. Да, ёб твою мать.
Изящная булавка. Ну ты дерьма кусок просто. Так, ага. Отлично. Собака. Померла, походу. Ну, нет. Хм. О, прекрасные жуки, те, кто скорбит о гибели нашего королевства, взойдите же со мной на сцену, вместе мы вновь разожжем пламя Фарлума. Блин, тут какая-то это... какой-то театр. О, это мне. Yes. Ха, с двух сторон. Эйра! Оу. Так. Это зачем? Ну да, это же пневмо херня. Это очень удобно, да. Найс, найс. Нет. Так, хорошо. Так, короче, тут до конца осмотримся. Фу.
Мебель всякая. Да ёпт. Нихуя себе! Щипачи, ёпта. Охереть, сколько они мне этого украли. Шелкает. Шелкает. Ты меня называла. Шелкает. Угу. Так, погоди, а там точно тупик? Прям точно приточно. Ладно, пошли отсюда. Шелкает. О. Шоколад. А, торговка. Ну да, кстати, вспомнил. Я ж торговку ищу. Помимо всего прочего. Ладно, я сюда вернусь еще. О, как это мило. Так, хорошо. Шукает. Ты меня называла. Шукает. Френ? Так. Угу. Угу. Так, я что-то... Никаких повреждений в стенах не вижу. А, вот так. Ну это странно, конечно. Да, ёб твою мать. Я не понял, в смысле.
Она вниз прыгнула. Оказывается. Давай, выходи. Все хорошо. О? Ох, какая неожиданность. Я уж боялась, что во всех этих залах никого кроме меня в здравом уме не осталось. Видать, удача от старушки еще не совсем отвернулась. Юбилана. Катестре. Не только удача привела меня к вам, сударыня. Я обещала исполнить просьбу жуков, что вас тревожились. Прошу, вернитесь к ним, ступайте к старому колоколу и вперед и наверх. Там теперь есть маленькое поселение, а колокол, вновь пробужденный, кажется, отгоняет худшие из опасности цитадели. Поселение в тех давно заброшенных залах? Ты, милая, сказки мне рассказываешь. Впрочем, пойду-ка я и разузнаю все сама. С меня не убудет. Окей, классно. Ступай с миром, дитя, я пока соберу свои безделушки до побрякушки. Если в этом твоем поселении жуки и впрямь живут, не тужат, торговля моя пойдет в гору. Доброго тебе пути. Ладно, беги по своим делам, дорогуша. Если вдруг понадобятся мои побрякушки, ты всегда сможешь обменять их на бусин светлейший. Доброго тебе пути. Оу. Секрет. А, стоп, я тут был? Оказывается. Да? Ничего себе. Все понял, как теперь двигаться. Все понял. Так, давайте-ка тогда вниз пойдем. Посмотрим, что там. Вот что это? Да, есть ключ. Теперь это совершенно другое место какое-то. Блин, есть пойти, не пойти. Но я хочу взять прикол. Поэтому я, пожалуй, наверх пойду. Там где-то наверху масло лежит. Так, ну... это был потом... Ну ладно. Ой. Пойдем так. Ауч.
О! Зуб-то! Басмата! Подруги. Паскуда. Так. Так. И снова здравствуй, дорогуша. Вижу, обе мы добрались сюда целы невредимы, как того и желали. Ой, изрядно я удивилась, увидев, что правду ты говорил об этом месте. Такое поселение прямо в цитадели, ну надо же, приятно и безопасно с толпой жуков, что сохранили разум. Никогда не видала я подобного и даже не могла представить. Продавать мои славные побрякушки и диковинки тут гораздо проще. Ибо хочу я, чтобы было у меня много-много бусин к тому времени, как мои силы наконец иссякнут. Прекрасная находка для любителей лазать вроде. Так, тут надо простой ключ взять. Так, простой ключ. Ну, давай-ка сразу вот это сделаем. Да. Развитие уголка песни. Ага. Ах ты дерьмо, ёбаный в рот.
Блин. Что-то я об этом не подумал. Так, вот здесь вниз. Главный механизм. О, круто. Ха, круто. Так. Карту надо найти. Найс. Ага. Окей, тут какие-то механические чувачки. Фак. Ну нихера себе ты устроил. Все, картинка ясна. Привет, Виктор. Ай, блядь, ты прикалываешься нахуй. Как же это тупо сейчас было. Ну ладно. Ну пойдем. Сейчас доберемся туда быстро.
как так-то? Ну ёб твою мать. А, ну да. Окей. Friend. Так, а внизу? Непонятно. О, маска. Ага, понял. Окей. Так, идем, значит, дальше. А, ну ладно. Кстати, вот это место мне бы пометить надо. Вот так. Типа сюда еще вернуться надо будет. Тогда способности появятся. Да что за прикол? Так. Чаще. Ну ладно. Сейчас разберемся.
Ну, блин, опять фармить. Щелк. Угу. Ничего себе. Чего, блин? Тут еще такая херня есть у него. Я даже не заметил этих маленьких. Капец, у него приколов много. Окей. Ну, здрасте. Хе-хе-хе. Я сделал это. А что тут есть? Ну. Замечательно. Это будет вторую часть. Так. Ну ё-моё, какая подстава. Вот так. Умный в гору не пойдет, умный гору подождет. Как говорится.
Не. Ничего тут нету. Погоди, ну это очень странно. А, хотя не, все правильно. Ну да, да, все правильно. Так, окей, тогда что мы имеем? Ну что такое? Ну, ё-моё. Там что-то я вот понять не могу, где открываются двери, которые мне нужны. Ну и... Чё? Так. Ну да. Блин, что я не догадался? А? Японский, да. Японский, да. Игрушки, да. Ну то, нет, это роботы типа. Жуки-роботы. Ну ты, конечно, дал. Вот так вот. Так, тут в принципе можно подняться наверх и отдохнуть по лавочке, чтобы восстановить. И вот это вот, подожди. Вот. Отлично. Да ё-моё. Ну что это такое? Угу. Да, позырим. А хотя нет. Надо наверх подняться. Шоткат открыть. Ой, как же я рано ударил, господи. Ну, чё за... Ой, какая... А чё-то не так? Ясно, ясно.
Ну что за дерьмо? Ну да. Здорово, как тебе игра? Привет, Сайнакс 666. Игра вообще огонь. Мне нравится. Мне нравится. А тебе как? У меня, конечно, есть более развернутый ответ на тему, почему она мне нравится и так далее. Но в целом, коротко говоря, нравится. Очень даже нравится. Да ё-моё. Вот если бы она не телепортировала меня, ну я же ударил. Лучшая игра, которую я играл в жизни. Я его прошел только на 74%. А где процентаж показывается вообще? О, наконец-то. Так, окей, что тут у нас? Что это? Так, это... Так, мне гарпун нужен. Крюк этот. Так, что-то активировал, непонятно. Ну ладно. Да пошел ты. А, no! Не то нажал. Кто там кряхтит?
О, нифига. Вот нижняя может. Ё-моё. Сакабан, что ли, какой-то тут? О. Хайдук, привет, мугло. Здорово, здорово. А я тут легендарную игрушку играю. Прикольная. Шепчущие катакомбы. Шептунские катакомбы, ребята. Моему прогеру она очень нравится. Не, ну охуенная игра. Блин, какая-то мразь. Знаешь, я хочу снять видео по этой игре. Прям конкретно. И главной темой видоса будет о том, что Team Cherry, они вообще, ну, как бы это сказать, они как будто бы переизобрели или скорее, как бы это сказать, посмотрели на тему сиквелов совершенно другом, ну, с другой точки зрения. Очень верный, мне как мне кажется. Очень правильный. Которые должны придерживаться остальные компании, у которых есть игры. Ну, как серия игр. Ну, как оно обычно. Типа... вот, например, Я есть читал первая твой часть, пост. как... Но... Вот, типа, есть первая часть, и потом, например, начинается вторая. К концу первой части мы всегда какие-то там сильные, там прочее. Во второй части мы вначале, типа, слабые и там прочее, и все вокруг тоже там, типа, все начинается с того, что там все просто и так далее. А тут, блин, нам сразу дают, в принципе, ловкого такого интересного персонажа, и вокруг все такое достаточно сложное. То есть нас как бы игра сразу встречает, типа, о, здорово, старый друг, типа, здорово, заебал. И вот что-то типа такого.
И это очень прикольно. То есть игра к тебе относится, ну, точнее разработчики прям со всем уважением к тебе относятся. То есть не собираются тебе заново пояснять о том, во что ты собираешься играть. А такие типа, ну типа, здорово, старый друг. Вот что-то в этом роде. Но это, наверное, еще и для тех, кто не играл в первую, чтобы он из нее поиграл. Ну да, ну типа такое. Вот для тех, кто не играл в первую часть, это будет, ну, для них не, будет непонятно. Ну это типа что за боши и там прочее и так далее. Почему она такая сложная? Это даже с точки зрения как разработчика, ну вот в принципе, да, такой подход, очень даже заебись. Я бы вообще назвал бы видос что-то вроде типа «Огонь и вода» или «Вода и огонь». Когда как первая часть это вот прям такая водичка прям, в том плане, что спокойная, там тебя учат и так далее. Ты маленький полый рыцарь, вся херня, а тут сразу в огонь тебя кидают, нахуй. И ты такой весь. Да и персонажи такие же, типа полый рыцарь в синем, типа вот она в красном. Тут прям оно, в том плане, что это все очень так хорошо подходит к этому всему. Интересный подход к продолжению серии. Псалмовый цилиндр. Мне больше нравится система, когда в начале игры спрашивают, вы играли в предыдущую часть? Если допроцессывается покупка сейф и дают плюшки за то, что играл и прошел предыдущую часть. Так спрашивали разве? Я не заметил. Здорово. У него драгоценный цилиндр, пусть отдаст его, поделится им из лап в лапы. Передай его, и сей смотритель катакомб дарует свою мудрость, но лишь малую толику, каплю, отблеск наших священных знаний цитадели. Отдать псалмовый цилиндр. Блин, я даже не прочитал Нет, его описание. в этой игре такого не было. Я про мезонику. Мезанька? Механику. А, про механику. Я не понял вообще, ты про какую механику, в какой игре, это вообще пиздец. Ты чё вообще? Мне больше нравится система, когда в начале игры спрашивают, вы играли в предыдущую часть, игра подсасывает покупка сейф и дает плюшки за то, что... Ты вообще в общем имеешь в виду, наверное? Ну давай, не хочу тебе отдавать ничего. Она хочет их оставить. Жаль, ждет присвоить их себе. Не может остаться со столь малой добычей. Пусть пребывает, как тогда в слепой невежды. Знания смотрели станцию пример. Я знаю, он у нее, она его прячет. А, я его, Ну блин. дают скин какой-нибудь. Оружие, чисто визуал.
Ну да, это прикольно. Требуется графомофон. А, ну, блин. Ну, держи, держи, держи. Да-да, она отдает, он наш. Я дала тебе реликвию, смотри, теперь исполни свое обещание, дари мне своим знанием. Неразумная, требовать чего-то смотреть и катакомб, ее дерзость стоило бы покарать смертью, если бы она не пахла, как от ткача. Выходит, тебе что-то ведомо о моем происхождении, ученый жук. Если тут оно сулит мне благосклонность, я ожидаю полного содействия с твоей стороны. Мертв. Весь твой злобный род должен быть мертв, как по мне. Ему лучше всегда оставаться таковым. Но он уже научен. Он втянет когти. Он поделится знаниями, которые собрал. Лишь перед перворожденным смотритель катакомб в ответе. О, щит. О, щит. И это реальная поддержка старых игроков, а не просто спасибо, что поиграл в первую. Голоса хора, сливающиеся в священную песню. Будь осторожен, смотритель. В будущем мне еще могут понадобиться твои слуги. Мне не хотелось бы, чтобы ты испустил дух, прежде чем я тут закончу. Смотрительник глуп. Он долго прожил на свете и был свидетелем угасания своих товарищей. Но сам пока не умрет, будет жить, пока потребно его знания. Договор заключен. Отпрыск ткачей. Познание для обоих, для нее и для него. В истории сей святой цитадели, сознававшей славы и упадка, имеются пробелы, в которых неизвестно ни смотрителю, ни даже этим катакомбам. Ей следует искать цилиндры. Сии предметы даруют глубокие Здаров, Нуланчик. прозрения. Здорово, Гудзон. Продолжая приносить их смотрителю и только ему, ибо во всей цитадели не осталось более никого, кто обладал бы таким здравым и острым умом, как он. Окей, окей, договорились. Вчера выход 8 смотрел, правда, качество пока с рекламой. Тебе, наверное, как геймеру интересно будет. Геймер. Так, Неплохой фильм. надо глянуть. Ну, я с женой, скорее всего, буду смотреть, но с детьми еще. Им ужастики очень нравятся. Сейчас воды принесу. Жди качества. Сегодня выйдет «Чужой земля» новая серия. Я пока не смотрел. Жду, когда все выйдут. Говорят, нормальный. Сегодня выйдет «Чужой земля» новая серия. Привет, Леха. Но «Чужой земля» заебись. Хороший сериал. Очень нравятся некоторые серии, как отдельный часовой фильм. Да, есть такое. Алло, классно. Ну ты там Я не, такое обожаю. не подумай.
сюжет единый, как бы все идет с одной какой-то темой. Ну, там прям нормально. Хорошо. Рад, что не обосрали франшизу любимую. Да, это прикольно. Все фильмы тоже с одной темой, так-то. Ну, имеется в виду, один большой сценарий идет. Я вот это хотел сказать. Так, тут где-то есть маска. А миссию невыполнимую смотрели? Не. Ух, как-то неинтересно. Мне даже кажется, сами эти... тоже уже неделю это играет. Сами создатели миссии невыполнимой уже даже не знают, как привлечь к фильму зрителей, поэтому они из фильма в фильм стараются приманить их с помощью этих, как его, типа трюков. Я не смотрел, просто смотрите. хотел спросить. Том Круз Мугло, еще здесь одна? прыгает из самолета в самолет. Или типа того. Да там про нейросеть. Про нейросеть. Немеси топчик, отличный боевичек. Ну да, ну блин. Ну в целом как Пусть хоть стоп липают. франшиза мне не интересна. Ну там сюжет что вообще? Я хз. Ну нихера ты. Изощренный какой. А, вот так. В смысле? А. Ну что ты куда-то? Я удивляюсь, как быстро они озвучку успевают делать. Ну, нейросети, чё. Скорее всего, очень быстро нейросетям дает перевод, и они такие, ну, через сколько-то дней, ну, в короткое время максимально, такие берут и озвучивают его. Ну, видимо, всякие разные каналы там на Рутюбе нормально так зарабатывают на рекламе. И поэтому они... Ты заметил вообще, что некоторые, ну, точнее, Рутуб каналы... Понятно, что быстро, но чтобы в тот же день. Чтобы некоторые Рутуб каналы делали заказы у всяких разных студий озвучки. И там прямо в конце они такие говорят: озвучено специально для канала «Смотри кино» или что-то в этом роде. И ты такой: нихера себе. Прикольно.
Эдмуглорд да сейчас много озвучивают, да. Ну не то, чтобы тут, типа, не надо ничему удивляться и все такое, типа... Ну, Некоторые фильмы таковые, по 5 вариантов. Просто, да, типа, охереть. В такое время мы живем, Но обычно 1xbet. и это прикольно. Ну он поди им и платит. Да не 1xbet. Я же говорю, разные каналы. То есть, видимо, ну это реально. Тот же YouTube нормально зарабатывает, походу. Так, окей. Точнее, не Рутюб зарабатывает, а каналы на Рутюбе. Вот. Ты чё, падла, что ли? Да охереть ты, мудак. Как же он хорошо попадает вообще. Бейсболист сраный. Подающий. А ты кто вообще? Ты кто по жизни? Зубная фея какая-то. Не, тут Тут нет классов, все как в Dark Souls. сложнее. Нет, тут конкретная история за конкретного персонажа. То есть это вот кто она такая вообще, ну, рассказывается в первой части. И тут также, типа, это, ну, понимается, кто она. Она является дочерью ткача и белого червя. Белый червь — это типа такая-то около божественная сущность. Или по сути вообще божественная сущность. И ткач, ну там тоже какой-то такой не последнего класса существо. И вот такой вот чубрик получился. Вот, вот такая вот белая маска, это, ну, это, по-моему, от белого червя только достается такая маска. В первой части, в Полом рыцаре, там полурыцарь, он тоже является Они же сыном белого маленькие червя. размером с насекомых. Нет, конечно, не здоровенные, как люди, наверное, по сути. Это же совершенно иной мир, как мне кажется. Тут есть маленькие насекомые, я видел. Есть тут зона, путь охотника называется, вот тут. Вот там маленькие муравьишки еще бегают. Есть здоровенные, типа, ну, блин, гуманоидные муравьи, которые охереть как круто дерутся. Так что, если говорить о насекомых, они тут есть. Булавкой или иголкой дерутся. Ну да, так называется. Но мне кажется, они очень даже здоровенные. О, великая земля, чей огонь угасает, чей хор и проводники силы теряют. Воззрите же, обратите мужество, искра все еще мерцает, алая бабочка еще грандиозно порхает. Все колокола возвестят и голоса воспоют, когда отважный Тробио предстанет наконец на сцене. What the fuck?
Иструпью. О. О, жалкое трепещущее ничтожество, что не смело ступает на великую сцену. Судьба отметила тебя. Забудь о страхе и исполни роль моего партнера. Пусть пламя Фарлома угасает вместе, мы разожжем его заново. Оживим же эту цитадель, что впала в безмолвие, пробудим душу. А? Запад. Ну да. Чё, босс? Ансабенер. Оу. У меня, кстати, есть фильм про любопытных воровая. Я думаю, они таких же размеров, но так как мы не видим ничего для сравнения, то может они и как человеки, ну или женщины. Ладно. А, ты про этих? Босс из Франции. Лол. Порождение ткачей, ты что же надеешься подсмотреть наши драгоценные записи? В нашем обширном хранилище всегда можно узнать что-то новое. Например, древние способы молиться этой земле и ее владыкам и силе в ее сердце. Да. Мистер Смотритель еще вернется с еще одним бессмысленным фактом. Собака, где ты, ну? Так, а что внизу? О-о-о. Нани. О-о-о. Блин. Так, еще раз. Бей в колокола, бей в бубена. Блять. Так. А. Тут рандомация. Блять. Я вверх забыл ударить. Не, они не рандомятся, просто я туплю.
Оу. Часть заводного сердца. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Музыка тут это половина атмосферы игры. Угу. А что если я... Какая часть тебе интереснее? Ну это... Здесь столько всего творится, вообще охереть может. Не то, что вот первая часть была от этого менее интересная. Не, она типа тоже интересная. Но вот это вот просто офигенная. Ах ты дерьмо. Она стала интересней на 7 лет. Ха-ха. Да. А, погоди-ка. Как будто бы эта игра типа как бы сделала из всех ждунов в том плане, что ну вообще даже можно было бы представить себе какую-то ролевую как его, ну такую ролевую штуку, как ждунья, типа, ну то есть можно представить, что ты девушка-ждунья, которая ждет, пока ее парень вернется с тюрьмы, типа, а парень загремел в тюрьму на 7 лет, типа. И вот он вышел через 7 лет, и жизнь такая интересная стала. Ты такой, вау, нихуя себе, как тут все классно. Ничего себе. Вот вроде бы жить стало сложнее, но, блин, как же интересно. Охуительная история. О, нихуя, я так могу делать? Лол? А я не знал. Что тут по прокачке? Помимо Metroidvania постепенно открываются всякие разные штуки, когда ты подходишь к алтарям ткача, которые открываются после там каких-то моментов в игре. Бегают как Наруто. Но он бегает эпично. Наруто это круто.
Блин. Мерзкая сволочь. Надо скрипт противника запомнить. Это как босс чистый. Блять, охуительная история. Да ёбаный ты, сукин сын. Киркоров ёбаный, блять. Это тупо Киркоров 90-х. Или нулевых даже, я бы сказал. Разукрашенные румыны просто. Пиздец. Болгар. А, болгар. Так он же болгарин. Да один хуй. Да кто этих румынов разберет, да? Японец, китаец. Кто их различает? Извиняюсь. Сделай сеппуку, тогда прощу. Я лучше гранит пожарю. Да блять. Ничего себе. Ну ты серьезно? Да ладно. Как ты меня ударил? Сделаю сеппуку животу блинами. Пусть его разорвет. Сеппуку От блинами. Киркорова люлей получил. Но, блин. Я этот, как его, репортерша. С этой, с кофточкой, или как там ее, с красной кофточкой. Киркоров же бил какую-то женщину. Репортерша, по-моему, он же бил.
А, блядь, ты охуел так спамить? Бля. А где его вообще? Да, блядь. Где его хп? Ты вообще не играл, да, в Hollow Knight? В Hollow Knight нет хп врагов. От этого как бы... Ну, точнее, хп... Ну да, в целом врагов, боссов. И нет цифр каких-либо. Тут есть прокачка оружия, но ты просто это опытным путем Нет проблем. можешь выяснить. То есть сейчас... Походу, тебе никогда не победить его. Сейчас я, например, убиваю вот этого моба там типа за 5 ударов. После прокачки я убиваю его там, допустим, за 4 удара. То есть все опытным путем выясняется. А с боссами, ну, это интересная типа тема. Что эмблем было это прогать? Нет, это такой дизайн. Я его вполне себе понимаю. Если бы тут какие-то цифры были и там прочее, игра бы совершенно иначе ощущалась бы. Было бы намного хуже. Очевидно. Да блин, а? Киркоров тебя ебет. В Соле же есть и цифры, и линейки. Очень даже норм. Но это другая игра. Здесь нет погони за статами и там прочее. От этого даже бой как-то намного лучше ощущается, когда цифр и хп нет. Ты не следишь за всем этим. Согласен. Ты просто находишься в потоке сражения, и тебе мозги не ебет то, сколько хп у него осталось, там прочее и так далее. И сколько... Нафиг эти параметры бесконечные. Ну да, типа, просто игр с цифрами хватает, блин. Иди, Ну, главное, чтоб не иди было поиграй, файлинга. типа, Dark Souls там и там прочее, где вот прокачка характеристик имеется и там прочее и так далее. А это просто и другая игра, типа, оно так вот работает. Типа, ну... Игры могут быть разными, типа, в этом прикол. Здесь вот такой вот игровой дизайн. Люблю цифры просто. Но скоро все равно рано или поздно будет пару боссов. Ну, блядь, пиздец. Думаю, да, экологично. Повышение уровня для Крауджекса с VCV 20.
На ХП. Ну, моды может быть. А на Hollow Knight такие моды были? Чтоб там ХП высвечивались и урон наносимый показывался. Да. Интересно. Ну, значит, будет. Бля. Жду, как всегда, мода с нюдицами. Да зачем тебе моду с нюдисами? Можешь зайти в этот. В Rule 34. Там все уже есть. Что за ролл 34? Да ладно, ты не знаешь. Нет. Ну, тогда... Зачем вернулся Жуков? Тогда не стоит тебе знать, что это. Нолан не ремонт. Пропадешь. Нельзя тебе такое показывать, нельзя. Ну а зачем нюдисы курить? Светло. Нихуя себе. А как я тебе ебу мозги? А? Что? Вот. Что YouTube? Что это? Это не тут плохо. У меня есть гениальная идея, но может уже кто-то такое делал. В общем, у нас персонажи состоят из побежденных боссов и монстров. Когда кого-то убиваешь, можешь его выбрать в качестве Киркоровым. Скачай данный Коляр. Потом. Это или мамаха я? Мамаха это. Ну, поиграть за кирку тоже весело.
У меня есть гениальная идея, но может кто-то уже так что-то такое делал. В общем, у нас персонаж состоит из побежденных боссов и монстров. Когда ты кого-то убиваешь, можешь его выбрать в качестве главного героя. Ну да, было такое. В Double Dragon, например. Ну, то есть это тянется с Double Dragon, и может быть еще в каких-то других играх это реализовано было. Не помню, по-моему, в третьем Double Dragon или во втором. Там какая-то такая, типа, суть была, не помню какая. Если ты каким-то Double Dragon? интересным образом побеждал врага, ну, босс, то он становился твоим этим игровым персонажем. Там как было? Там есть Билли Я играл и в Battle Джимми. Boss. И когда кто-то умирает, то ты играешь за Джимми. Если умирает Билли, то ты играешь за Джимми. Точнее, ну, наоборот, короче. Если Билли умирает, Джимми, если Джимми, то Билли. Но если ты еще и побеждаешь какого-то босса, то ты можешь его завербовать. Но там суть какая была, не помню, Герой 3 я так крестьян собирал еще в детстве. как их побеждать надо было. По-моему, каким-то особенным образом их надо было побеждать. То ли вообще без урона надо было их отпиздить или еще что-то в этом роде. И тогда они становились, типа, тоже игровым персонажем. Там какой-то еще особый диалог шел, когда ты его побеждаешь. Просто я всегда с детства мечтал поиграть в такое, чтобы можно было за боссов проходить. А я в такую игру в детстве играл. И это был Double Dragon. На Денде выходил. Битэмап. Battletoads и Double Dragon, вот эти вот ребята. Блять, ну что за... Ой, как же я глупо умер. Ну, Нолан, долбю я его нормально. Убей уже этого Киркорова. Да убиваю. Он тебя бесит, да? Он такой нетрадиционной ориентации, да? Вообще на мужика не похож, да? Весь какой-то расфуфыренный, да? Руми над ним сидит. Хочешь помогу? Да.
Блять. Эти его шарики ебаные. Очень фановый босс же. Ну, прикольный, да. Просто Леха румынов не любит. Ну, блядь. Да иди ты нахуй. Может, Киркоров что-то сделал с ним, лишил детства. Как меня он убил? Не, мне кажется, все проще. Типа там, может быть, отец ненавидел. Оделся, блядь, как этот нахуй, блядь, хуй знает, блядь, вообще пиздец, нахуй, блядь. Нет, тут такие были во дворе мужички. И дети, как бы то ни было, все равно перенимают такое настроение. Ну, может и любовь. От любви до ненависти, как говорится. Да ёбаная ты тварь. Нормально ты спамишь шарами. Как-то поздно ударил. Киркоров бил пачку молодого тренера. Блин, да куда я бегу? Да, блядь. Может посмотреть прохождение. Блин. Вот сколько мои стримы смотришь, как бы до сих пор непонятно, что такие типа советы, но полная хуйня, да? Ну я не знаю. Или любой другой стрим. Вот и все. Смотри, как по-индийски умирает, как индийский актер. Блин, как индийский актер умер. Трагик. Как чистое зеркало. Ничего себе.
Булавки. Блин, надо собрать еще. Театральный Оскар реквизит одного ему. тщеславного жука. При связании спускает ослепительную вспышку, наносящую урон враг. Стоило пожаловаться, и вуаля. Хороший актер. Хороший. Так. Ну, этот актер был хорош, конечно. Но я могу показать лучше. А я уже хотел ставку делать. Но мертвый. Блин, у меня Сэкономил бабки, VPN, получается. оказывается, включен. Зараза. Так. На чай оставь. Ну, я могу ему побрынчать. Да, блин. Ну, почему нет? Ну, правда, тут почему-то Турция. Ну, да ладно. Валентина Крой, спасибо за фоллоу. Новый фолловер Валентина Крой. Да блин. Сука, умри уже, блин. Это жестко. Красиво умереть тоже искусство. Да. Согласен. Вот так вот, ребята. Он уже как решето. Так. Лол. Любопытно. Что? А, Даже я труп вообще его не на самом закапаешь. низу. Да не. Ну, была лопата. Вот тебе идея, кстати. После каждого босс-файта надо закопать босса.
По-христиански. Это будет прям киллер фич. Народ такой скажет, нихера себе. Кстати, Снейк и Тори. Меня очень позабавил босс, который тупо мог умереть от старости. Я, кстати, еще не играл. Надо поиграть. Это единственный Metal Gear, который я не проходил. Ну, еще 5, в принципе, не проходил. Но он просто что-то... Ну, хз, это как бы если не не закопаешь, настоящая он часть будет Metal ходить Gear, над как мне тобой и кажется. пакостить. Если не закопать, то его призрак будет преследовать тебя. Да, кстати, прикольно. Типа отдать честь ему, чтобы он возился. Ну и можно было бы разделять. Разделять можно было бы. То есть некоторые боссы были бы такими откровенными мразями, на которых Да можно было бы вообще, прикольно. типа... Которых можно было бы вообще боссать, но... По тем или иным причинам, типа... Ну ты такой думаешь... ну, блять, закопать надо, типа... Какой бы он мразью ни был, типа... Ну ладно, типа... И там такой смотришь. Может быть, можно было бы придумать какой-то определенный список тех, кого стоит закопать, а тех, кого не стоит копать. И от этого зависела бы типа секретная концовка, например. А если всех закопаешь, то хорошая концовка. Если, ну там, никого не закопаешь, супер плохая концовка. Там, типа, тебя в конце все призраки сожрут нахуй. Или что-то типа в этом роде. Вот такое. И ритуал надо. Ну, может быть. Кому вуду, кому отпевание. Типа по-разному. Ну, тоже да, тоже да. А в христианстве же еще есть тема, что если один убивает другого, то убийца берет на себя все его грехи. Ну, можешь туда углубиться в эту тему. Ну, я бы просто делал такую тему, что ты закапываешь его. А если типа не будешь закапывать, то он просто заябывал бы тебя своим присутствием Похоронный ритуал тоже прикольно. и пакостил бы всячески. Например, на какой-нибудь арене там Как один из этих обмануть? призраков, например, взял бы и выключил бы свет, и ты бы в темноте бы дрался. Или переключатель дрочил бы. Тебе прикольно, 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 типа. А ты такой, сука, бля. Повышение уровня для Муглорд союзных LVL-32. Ну ни хрена себе. В каком-то Silent Hill была тема, что каких-то призраков. Я только прихожу В каком-то Silent Hill была тема, что каких-то призраков вообще нельзя убить и только приковать воткнутым в них мечом. Ну, вроде что-то такое было, да. в Зеруме вроде. Которые вылетали из стены. Ну да.
Ну, на них тратить ресурсы было такое себе, правда. Поэтому от них надо было все время просто убегать. Где дыра в толчке была. Угу. Да. Бля. Так. Где? Странно. Нижний-то. А почему на карте не рисуем эти места? Странненько. Прикол. Да. Окей, хорошо. Ну блядь. Ну, кстати, по поводу платформеров, если кого-то, то мой любимый на Сеге — это червяк Джим. Столько механик в одной игре. Разные боссы, куча секретов, мини-игры между уровнями, разнообразная музыка и юмор. А ты играл от этих же создателей МДК? Первый и второй. Да, блять, ну что ты будешь, что ли? Кады прошел две части. Нормально. Но там 3. Блять. Как же я в тайминг не попал? Ну там 3D. Ну да, типа ранее 3D практически. Практически. Но тоже смешной, где за разных персонажей разных уровнях. Но играть. все равно там юмор типа охуенный. Во второй части даже ремастер сделали. Не... О. Я тут закрыт. Оу, yeah. Мы оставшиеся... Это я читал уже много раз.
наконец-то. L2. Бросайте иглу как гарпун и во весь дух мчтитесь. Окей, бейте врагов. Расходует шелк, оказывается. Окей, окей, окей. Бля. Но мне больше нравился «Червяк». Для меня он был как интерактивный мультфильм. Я еще в то время сериал «После школы» смотрел по Первому каналу. Да, блин, что я делаю? А чё? Разве можно куда-то в другое место бить? А, вот так. Блять. Ага. Понял, понял. Угу. Набор осколков. Окей. Блин, клининг-служба на меня напала. А, у меня мало хп было? Блядь. Что-то я вообще не заметил. Понял. Ну что ты будешь делать? Ну это пиздец. Проеб охуенных масштабов случился. Я столько бусин проебал, ёбаный рот. Понял.
А, сколько угодно может быть, оказывается. Ебать. Да ёбаный рот. Так. Где она? Окей. Угу. Ну ладно, допустим. Котел. Котелка. Блять, не то нажал. О. Так это он мастерит всех этих роботов. Мастер, вы, похоже, единственный создатель, что остался в Цитадели. Скажите, враг ли вы мне? Другие механизмы этого места враждебно реагируют на мое присутствие. Уже красный. Я создатель, да. Враг, нет. Я архитектор, только архитектор. Строить, автоматизировать не выбор. Это наша природа. Вы уже, наверное, обсуждали тут Джо Пича про Twitch. Да нет. Не особо обсуждали. Но... Ну, не знаю. В целом, вся эта история с тем, что у них все накручено и так далее, это... прикольно. В том плане, что... Не знаю даже.
В том плане, что, возможно, да, в будущем будет куда больше зрителей, но на данный момент, возможно, очень даже мало, типа, зрителей вообще в принципе на Твиче. Ну, русскоязычных зрителей. Может быть, цифра в где-то 80 тысяч пользователей, там, типа, активных зрителей — это реальность. И действительно, реальная цифра, она такая. То есть далеко не 100, там, 200, 300 тысяч активных зрителей. А всего-навсего там, ну, максимум 100, может быть, или 80 точно. Может тебе Дианочке написать? Не. Это херня какая-то. Суть вся, типа, его, ну, в том, что он сгорел, была в том, что его дохуя наебывали. Также была, типа, такая то, что по сути, все вот эти вот спонсоры, Мне что кажется, в кидают YouTube рекламы больше и там зрителей прочее, будут новым тоже добавляться. наебывали. Сейчас народ все равно упорно смотрит YouTube. Вы сами знаете, наверное, в отличие от патриотичных видеоплатформ. Ну, YouTube, да. Но YouTube слишком строгий в плане авторских прав и там прочее. Не знаю даже. Я туда пробовал стримить. Ну, хз. Часто у меня там были такие моменты, что бан прилетал. Поэтому хуй знает. Может быть, в следующий раз на YouTube тоже постримим. Кто его знает. Да, Фенестра. Вы все поняли верно, мастер. Во мне течет кровь ткачей, а также других, не менее диковинных созданий. Это по твоей просьбе, Жук Красный. Согласно программе для первенцев Арлома и вашего вечного королевства я буду служить, я буду создавать. Нихуя. Это полоса металлических зубьев, острых и тонких. Ее можно вплести в твой красный внешний слой. Скрытое оружие. Еще плюс в том, что в YouTube есть самое совершенное сжатие видеокартины, реально даже на мобильной сети не лагает при скорости 2 мби даже. Он горел, что теперь не он с этого зарабатывает, но проблема самому никак не выйти на заказчика. Да не только это. Просто сам факт наеба его, наверное, бесило. Как таковая вообще в принципе. То, что Twitch вдруг начали типа банить всех ботов и у всех слетела вот эта вот тема с ботами, он просто прозрел походу. И понял, что ебать, а походу-то нихуя себе. Что дают лярд, а те приходит 10% с этого. Ну да, конечно, любой бы пригорелся это. И мало кто бы стал молчать об этом. Ну типа, блять, нихуя себе. Ну я бы тоже охуевал, конечно. Да любой бы охуевал. Ну слушай, это прикольно. YouTube это флагман для развития must-have. Наверное, могу ошибаться. Ну, я на YouTube только разве что шорты закидываю и так далее. И люди смотрят. Так, гибкий панцирь протез. Увеличивает подвижность, шукать и подкач. Предоставив больше возможностей для уклонения. Больше возможностей для уклонения. Ну, я лучше набор умельца возьму. Но стрим еще легче фильтровать по тегам. Ну, можешь не убеждать меня, я же говорю, типа, попробую как-нибудь, попробую. Я и так это знаю. Надо будет как-нибудь попробовать. И кто-то еще говорил, лично вышел Тенек, крутил его баннеры, а Дианочка увидела и написала, какого фига, и больше ему Тенек не писал. Что за тенек? Запертые ворота, символ архитектора. Хаспин?
Мастер, я ищу мелодию, хранимую в вашей серии. Часть последовательности, что открывает путь к вершинам цитадели. Можете научить меня ей? Нашу мелодию? Я помню, да, такая мелодия действительно когда существовала, но ее звучание, увы, утрачено мной. Слишком долго длился мой труд, запись не стерлась из моего разума хранилища. Тоже произошло и со многими другими вещами, воспоминания поблекли. Но ты все еще можешь услышать ее. Наверху нашего механизма есть устройство системы почти завершенное. Древняя конструкция для воспроизведения прослушивания нашей песни. Ее нужно лишь привести в рабочее состояние. Божественные планы, из этих мыслей созидания. Есть и всякое. Всегда быть Это мы знаем. архитектором, из этих мыслей созидания. Исправлять без конца. Из этих воспоминаний умение служить вечно. Всегда быть архитектором. Божественные планы. Из этих мыслей созидания. Окей. Интересно. Так, значит, хорошо. Тогда. Угу. Как бы пойти? Вот как будто бы мне надо... Поет, как моя бывшая. Да, блин. После ночи любви. Может, она не пела, а плакала? Да, правило есть. Но он всегда будет номер уно среди всех медиаплатформ. С тобой. С тобой? Да. Терминус. Ну-ка, позырим. С моим бывшим. Ай, ужас какой. Эх, Муглард. Потрепала тебя жизнь, конечно. Так. А, тут ничего нет вообще, в принципе. Так, первый алтарь. Окей. Механизм. Мы же на Твиче, тут про такое можно шутить. Ну да. О, она дошла, ничего себе. Ой, привет, я надеялся встретить вас здесь, алая дева. Подняться наконец к цитадели и оказаться среди стольких братьев Хоть и я и сестер не Фрорус. есть истинная благодать. О, да, благодать. Янара. В твоем голосе проскальзывает тень сомнения, малыш Пилигрим. Ты уже узрел реальность этого загубленного места. Что ты думаешь о нем на самом деле? Только не думайте, что моя вера слабла. Цитадель воистину святое место, его великолепие и необъятность превзошли мои самые смелые ожидания. И все же ее величественный зал полны тишины. В ее тенях, если присмотреться, ясно видны страдания. Страх и боль откуда в нашем раю. Разве мои братья и сестры еще не заслужили священную награду? Да, сие место свято, но меня тревожат страдания наших товарищей пилигримов. Столь многие из них ранены или измучены. Твои сомнения и тревоги не исцелят их, малыш.
Если желаешь помочь товарищам, начни с перевязки их ран. Вместо бинтов годятся обычные тряпки, которых полно в поселении. О, это отличная идея, алая дева. Обычно мне кажется, что в таких случаях достаточно песни, однако да, более прямые действия безусловно здесь оправданы. И сама цитадель предоставит нам материалы. Хвала всему святейшему из святых мест. Не страшитесь, братья и сестры, если будем усердно трудиться, сохраним нашу веру. Цитадель нас обеспечит, я в этом не сомневаюсь. Какой у них язык хороший, говорят кратко, а перевод длинный. Да. Как японцы. Вроде бы. Остановись на минутку и поделись со мной бусинкой другой. Так. Бля. Баблоу. Это все твоя работа, и смотри. That's fine. Все про это тут, мне кажется, это не слабость, а испуга. Отрадно знать, что эти немногие смогли выжить благодаря вашей попке. Попке? Ты должна с ними нянчиться за нарко. Ты, а не я. Позвонил и теперь помогай. Надеюсь, они оценят твои старания, потому что от меня проку им мало. Да и драться я не смогу, если хор со своими булавками когда-нибудь сюда заявится. Первый алтарь. Так, короче. Пойдем. Да, ёпта. Ой, бля. У меня было 600 с чем-то, по идее. Как же я их буду просрал. Подожди, что? Ой, пиздец. Я не посидел, что ли, на лавочке там? Охуеть. Да, блядь. Чё-то я как-то совсем умираю глупо. Ну ладно. Ну ёбаный рот, ну что это такое? Так, все, стрим остановился. О! Ты того же диковина ищешь, дорогуш. Советую тебе не лезть в темные катакомбы. Что-то поблизости говорят, и хранители жадно копили там сокровища еще до того, как попало на наше шелковое проклятие. Juanita. Вижу, вы знаете цитадель лучше многих, сударыня. Как долго пришлось вам выживать в этих страшных коридорах? О, достаточно долго. И не так уж плохо моя доля, если честно. Плоха. Воспоминания о паломничестве моем
поблекли. Но помню, я всегда хотела жить в золотых палатах цитадели. Кто бы мог подумать, что мое скромное желание исполнится. Конечно, это место знавало и лучшие времена, но были бы неблагодарны с моей стороны жаловаться, согласись. Коль ты будешь тут бродить, пока я работаю, можешь прикупить что-нибудь? Ну вот, конечно. Бля, а как мне туда наверх подняться? А, я про эти булавки и забыл, кстати. А с него не выпала булавка, да? Именно с летающих надо брать? Ну и хуйня, боже мой. А. Скоро дополнение для смуты выйдет. Ждем. Ахахаха. Да. А это реально, что там титров реально нет? Ну, типа у смуты. Типа разработчики не хотят светить свои имена там. Да. Хераси, они еще бабла попилили. Еще. Ненасытно брюхо. Депутата. Лучше бы на это бабло мелких разрабов поддерживали по чуть. Ну, по идее, как бы то ни было, есть кое-какие типа штуки, которые поддерживают мелких разрабов, так сказать. Типа выпустил игру. Вот тебе 100 тысяч на поддержание штанов. Блин, где же карта этого места? Хило, я воскрес. Привет, Дрен.
Ну, допустим. Ну, у тебя не ник Иисус, поэтому... Да. Я бы не отказался попилить бюджет, а еще если меня и в титрах не будет. Вообще шикарно. Идеальное преступление, да? Идеальное преступление. Блин, я что-то понять не могу, где-то комната находится. Так, тут подо мной, по идее. Да в боссах вообще шикарно работать. Помогите с покупкой подписки, а то хочется получить значок, но карту мир не принимают. Работа 0 бабла, как у дурака махорки. Нихера себе прикол. Секрет. Секрет, товарищи. Нет, тут шейхов нету, Дрен. Можешь не пытаться. Шейхов тут нет. Оу май. Седьмая жиза пошла. Кайф, кайф, кайф. Финиш химодиалити. А на артах от фанатов у Хорни губы. Бубы. Ну, даже какие-то модельки вроде как делали уже. Ну, типа для 3D принтера. И там вполне себе, да, женские формы. Ай! Просвечивается. Пон. Блять, вот если смотреть по карте, то где-то вот тут я должен попасть. Твою мать. Где-то тут я должен попасть. Вот. А как? Ну ладно, так. Где-то здесь должна быть дырка. Так, где-то я тут слышу еще блоху. Так, вот здесь вниз надо как попасть. Так, и вот сюда наверх. Вот ты сказал кон, и я сразу вспомнил игру Потапон. Офигенная серия игр и с уникальной механикой. Внезапно.
Вот здесь я не был. Friend. Thank you for following Сайна, 666. спасибо за Новый follow. фолловер Са1 Nex 666. Большое спасибо. От души. Спасибо за поддержку. М. Где-то тут какой-то некий прикол есть. Пью. Ладно, давай двигаем отсюда. О, Преторсон, здорово. Чё, как думаешь, Силксинг заберет игру года или нет? Если пользовательские нормальные типа голоса пойдут, то да, скорее всего, Силксон может взять игру года. Но в то же время Clair Obscur тоже охуенная. То есть в этом году, да, игры прям такие могут посоревноваться. Спасите половину потерявшихся в форуме блог. Получено 13%. Нормально, нормально. Пока что, по-моему, самое редкое достижение, что есть у меня. Окей. Так. Сука, вот где-то вот с этой стороны должна быть стена, которая должна ломаться. Или типа того. А, или нет. А, вот она, эта комната. Кажись, мы отсюда куда-то попадем в интересное место. Так. Так. Ага, понял. О, тут сакабан прям начинается жесткий. О, понятно. Ну, что ж, давайте попробуем что-то сделать. Так, это мы никак не меняем. Ага, понял, хорошо. Так, пошло дело. Так. Угу. Тут тоже ни хера нету.
Окей. Оу май. Светлое масло. Блядь, Все. Сейчас мы будем заниматься сексом. Так. Смазочку купили. Ох, сейчас начнется такое, ебать, вообще пиздец. Так. Ага, пошли. Пошли. Да ёб твою мать. Ну-ка иди сюда. Любить тебя будет. Так, изящная булавка. А сколько мне надо этих булавок? 3 еще. Ну блин. Как будто бы херня, да? А, бля. Блять! Я забыл, что тут щипачи эти сраные находятся. Спиздили мои булавки. Так. Ну блин. А, ладно. Пошли. Короче. Так. Звонвиль. О, хорошо. Представь, какое это достижение для маленькой инди-команды забрать игру года. Ну, представляю. Много таких игр года было. Ну, не так, что прям дохуя, но были прецеденты интересные. Ну, хотя не то чтобы игра года, подожди. Подожди. Были номинантами, точно помню. Некоторые Я думаю, они прям... 100% заслужили. Ну да. Ну вот смотри, блин, они очень интересным образом подошли вообще к именно тому, как они сделали сиквел. То есть, как обычно делаются сиквелы, ну, в играх. В первой части ты там, типа, какой-то там прогресс по какой-то кривой идешь, то есть ты становишься сильным и там прочее, враги вокруг тебя сильные и так далее. И все, окей. Начинается другая часть. Твой герой снова слабый, и все вокруг слабые. Но при этом, опять же, типа, будет какая-то кривая прогресса и сложности, которые будут попутно идти вместе, ну, рука об руку. А тут, блять, просто сразу тебя кидают нахуй, ну, в продолжение буквально. То есть кривая сложности, она как будто слегка снизу, но точно не так, как это обычно бывает. Типа, они тут прям грамотно сделали. Я просто вот за этого очень, как бы, уважаю эту игру. Прям люблю. В том плане, что разработчики, они с уважением отнеслись к своим игрокам. Они как бы понимают, что все долго ждали.
И они такие, типа, окей, держитесь то, что вы хотели, типа, полноценное продолжение, типа, Hollow Knight. И они такие, блин, пиздец. Игра стала на порядок сложнее, типа, мы получили более мобильного, сильного персонажа вообще во всех аспектах. Он сильнее, точнее, она сильнее этого полого рыцаря. Ну и, соответственно, там бои подинамичнее, как будто и так далее. Хотя, ну, в Hollow Knight там тоже хватало динамичных моментов очень даже. Не то, чтобы он прям пошаговый был. Не, он тоже был динамичный, но тут прям очень даже. Ну, это да полноценное продолжение. То есть, сама формула, задумайся над тем, как они подошли к понятию сиквела, типа. Именно продолжение, типа, серии. Как они к этому подошли. И это, блядь, очень интересная мысль на самом деле, если задуматься над этим крепко. То есть они взяли и не стали сбрасывать кривую сложности. Только так слегка приспустили, так сказать. И то очень даже быстро дают тебе понять, что игра уже на старте ебать какая сложная, типа. Это пиздец. Это пиздец как хорошо. И контента очень много и так далее. Феномен. Не игра, а феномен во всех аспектах. Как они к этому... Ну, вот понятие сиквела я уже сказал, как они подошли. Теперь можно поговорить про цену. Типа про Ну, $20. история ходит о первой части истории Полового рыцаря, если верить по лору. Да, история-то она история, но тут не в истории дело, а именно геймплейная часть и ощущения, как они вот передаются. Я думаю, те, кто играли типа в Hollow Knight, вот смотри, короче, я думаю, люди охуеют очень сильно, когда они попробуют марафоном пройти, то есть, ну, первую часть и сразу за вторую возьмутся. Они настолько плавный переход ощутят, мне кажется, от первой части ко второй, что они такие подумают, блять, так это, ну, они очень интересный опыт получат, мне кажется. Я примерно понимаю, что... Как это? Но я ощутил такое на себе. То есть я первую часть проходил, там путь боли делал, там прочее, игру проходил на 102% или 108%, ну где-то так, но не 112, типа, не полностью. Я там еще DLC-шки не проходил, Стальное сердце и Богоискателя, но этого Грима делал, типа, карнавал я там выгонял, было дело. Но в целом это Я первую интересный часть опыт. 5-й пантеон со всеми веригами прошел. Ну вот. Это очень интересный опыт, мне кажется, передается, когда ты после полого, относительно недавно прошедшего, берешься за Silksong, и ты такой, ебать, это что такое? То есть ты буквально в первый день игры, там спустя сколько-то часов, ты такой, блин, это прикольно. Никогда ни одна игра в плане продолжения такого опыта не передавала, я уверен. А тут вот, типа, это происходит. А в плане цены они прям, ну, охуеть, что сделали вообще. Вообще, если брать историю появления Hollow Knight, Полого рыцаря, она изначально была игрой для геймджема. Типа, если кто не в курсе. И тогда она называлась, типа, Голодный рыцарь. Это была простая игра, где вот моделька Полого рыцаря 2D-шная, он такой же был нарисованный. Он ходил и кушал яблоки. И иногда бил мечом и там убивал других жуков, которые тоже кушали яблоки, что-то в этом роде. И все. Цель была такая, что ты должен был скушать определенное количество яблок, и игра кончалась. Типа. Потом эти разработчики после того геймджема что-то привязались к своему герою и стали креативить ему, ну, лор вокруг его мира, в каком мире он живет, там прочее. И они такие, блять, это интересно. И чел там, который владел какой-то там дизайнерской студией, которая, ну, что-то типа графического дизайна, там какая-то студия у него была, он то ли его продал, то ли
короче, ушел с работы. И там многие тоже там типа ушли с работы. Ну там два, по-моему, основных каких-то разработчиков, которые там, мужика два. Ну там еще кто-то у них есть. Ну, в общем, какое-то количество разработчиков. Они вроде все побросали и начали заниматься этой игрой. И выпустили свою презентажку с этими артами, там прочее на Kickstarter. Они изначально думали, что соберут 35, ну точнее не просили 35 тысяч долларов. А в итоге собрали, ну охуеть, там типа 100к. Сначала они пробили 65 тысяч, а потом дошла до 100к. И они в обещаниях там давали всякие разные такие вещи, что типа будут там всякий разный контент, расширение, там прочее. И второй игровой персонаж типа будет. И второй игровой персонаж в первой части как раз таки должен был быть Хорнет. Ну, была быть. Но потом они эту идею развили до того, что будет отдельная игра про Хорнет. И все как бы, вот так. И возвращаясь к теме цены, почему оно так пошло, по-моему, они таким образом, ну, по факту, благодаря своих кикстартеров, вообще как оно было, за поддержку, и вообще всех игроков, которые... Он планировал издус. Которые купили вообще Hollow Knight, в принципе. И все как будто бы. И это их игра. Им устанавливать цену, конечно. И вот этот весь... Цена очень достойная. И весь этот лай со стороны всяких разных разработчиков, ну это пиздец. Повышение уровня для C1 То, как они это типа преподносят. LVL5. Игра должна быть дороже, вы типа нас подставляете, там прочее. Да пиздец. На них посмотреть, это вообще типа ужас какой-то. Они так развонялись. Кошмар. Да. Ну, по факту, типа, они вот этим вот жестом с 20 долларами реально, типа, хорошо так, возможно, собьют цену рыночную на стоимость там некоторых многих игр. И игроки реально просто задумались на эту тему. Сильно задумались. А нахуя я должен платить за какую-нибудь онлайновую дрочильню или какую-нибудь одиночную игру, которая требует онлайн подключения, чтобы они у меня еще и типа брали какие-то данные, чтобы потом эти данные они могли бы продать или еще что. И дополнительно я еще буду обязан типа ну не то чтобы обязан, но мне будут тыкать какими-то дополнительными предметами на купить типа. То есть как старые добрые такие взяли, просто вот ценник, покупай и все такое. Нормальная цена, очень хорошая. Игру, по-моему, все поиграли. Ну, то есть еще поиграют, типа, многие. Это представь, только неделя еще прошла хотя бы. Нет же, она же 4-го, да, по-моему, числа вышла. Недели еще нету, блядь. А игра просто там... Что сделала? Положила Steam, положила PlayStation Store, там... Еще что-то положила. Все эти... Marketplace и так далее. Все купили эту игру практически. А те, кто не смогли купить, спиратят. И даже... Смотря на эту цену... Блин, многие пираты даже поклонились и сказали, блядь, я куплю нахуй. Ну, типа, совесть не позволяет. 500 000 онлайн с первого дня запуска, это жесть. Ну, типа, даже пираты всякие разные, типа, я видел такие сообщения, твиты о том, что, блин, я куплю игру, типа, я не могу. Не могу ее спирать, типа. Это вообще... Ну, это серьезная вещь. Это серьезная вещь. Это реально... Я друзьям-пиратам подарил Silksong. Ну, прикольно. Но это реально, типа, геймчейнджер на игровом рынке. Это очень достойная игра. Team Cherry просто себя вписали в историю игровой индустрии. Да... Банва, какое диво, о столь чудном даре можно лишь мечтать. Редко кому из булавников в наши времена доводилось работать с таким веществом.
Да, отдать. Тарано. Ну а теперь возьмемся за работу, какой еще не делали прежде. Ждем Такую 3 радость части. доставил скромному ремесленнику страницы. Добьемся же блеска, что считали утраченным в этих землях. Да. И, кстати, я узнал, а почему, типа, Team Cherry так долго делала игру. Они себя не задрачивали. И все. Они просто в своем темпе делали игру, оказывается. Не то чтобы они типа такие там хуй положили и вообще ничего не делали. Я смотрю сейчас на эту игру и на обширность всей этой карты и того, что здесь вообще происходит. Блять, да, это в натуре 7 лет. Они кайфовали, слишком много идей было. Да. То есть они в своем темпе спокойно делали игру. И это охуенно. Вообще стоит понимать, что они изначально очень сильно рисковали. Да так Вообще, и надо. когда брались делать того же Второй тот Hollow всегда Knight, корпорации. первую часть. Они как сделали первую часть? Выпустили на Kickstarter и оттуда просто типа, ну, методом Если мелкая команда, методом можно для слухов, души методом делать. типа вот это вот рукопожатий, все вот распространилось по интернету, вот игра такая есть, интересная там прочее. То есть игра сама себя буквально продавала, вышла, и они вообще же не тратились это как его, на маркетинг как бы. У них не было издателя. То есть в этом у них риск был. Они не хотели типа себя как-то загонять в какие-то рамки от какого-то, блядь, издателя, чтобы он их, ну там, если в случае чего, их могли прикрыть в финансовом плане, типа. Они многими рисковали, но, блядь, достигли успеха. Бабу я охуел, это, сколько издатель берет. это пиздец. То есть они пошли на риск, и окупился этот риск. То есть тут еще такой момент, что история Team Cherry и его успеха сейчас, возможно, сильно ударит, не то чтобы сильно ударит, но тем не менее разработчики задумаются о том, что а нахуй мне нужен издатель. Если я просто сделаю хорошую игру, то я, наверное, достигну успеха, типа. То есть издатели сейчас, наверное, будут как-то стараться убеждать всех в том, что это аномалия, единичный случай, такого больше не произойдет, чтоб, типа, разработчик взял и снова достиг такого успеха. Им просто повезло, типа, они будут говорить, типа, сошлись все звезды и так далее. Ну, то есть, издатели, наверное, приложат все усилия для того, чтобы, ну, разработчики все так же думали, что без какого-либо помощи в рекламе и так далее у них не будет какого-либо успеха. Сейчас пойдет жесткая информационная... надо, да. Сейчас пойдет такая информационная давка на тему, почему Team Cherry так повезло и тому прочее. Всякие разные блогеры, возможно, вылезут, которые будут поливать эту игру. Точнее, команду Team Cherry или еще как-нибудь. Ну, будут стараться, типа, делать так, что на самом деле их было там, скажем, не несколько человек, а целый отряд художников и так далее. Будут придумывать всякое, я уверен в этом. Ну, то есть они прям очень искусятся на то, чтобы вести такие вот 3 чувака, там штуки. смотрю на их сайте. Блять, это пиздец. 7 лет 3 чувака делала эту игру. Я хуею просто. Ничего себе. Кам. Оля. Прикольно. О, она немного красной стала. Все готово, вот оно, фарломская дива. Только посмотри, как сияет твой длинный и изящный клинок. Хаваст, а ведь когда-то все иглы наших земель обладали таким блеском. Как же много мы потеряли.
Фадастана. Отличная работа, Булавник. Немало времени минуло с тех пор, как я последний раз видела свою иглу такой. Я и забыла, Причем сколь гики искусно она такие. была выкована. Гики, да. Хо-хо, так и есть. Той клинок сработан Эталонные- гораздо лучше большинства. Он один из немногих, которые можно заточить еще лучше. Мне кажется, они еще и ДНД прям любят поиграть. То есть они прям... Ну, только ДНДшники или какие-то такие, ну, с опытом люди могли бы придумать целый мир. То есть они прям сидели и брейнштормили. И просто... И диалоги хуярили. Просто. Все время. Одно лишь составление ГДДшки сколько лет заняло, интересно. Охренеть. Сияющая игла. Длинный швейный инструмент, уникальный баланс которого делает его отличным оружием. Блеск подчеркивает его невероятную остроту. Найс, найс, найс. Ну что ж. М. Звонкий узел. Мне кажется, они сейчас дохуя каких разрабов вдохновили на создание игры какой-нибудь. Блин, в будущем какая-то охуенная игра еще выйдет, вот 100%. Ну то есть, ну казалось бы, больше не будет охуенных игр. Типа, да? Ну, как раньше не будет, то есть. А тут на тебе вот, продолжают выходить. Ай, как я мог умереть? Три удара всего, ничего себе. Бля, кайф. Вместо 4-3 теперь. Бля, балдеж. Так, а внизу что? Тут я не был. Пон, потапон. Так. По идее... ну по идее мне надо бы выполнить квест гурмана. Ну и поубивать тут всех еще. Давайте булавки фармить. Я впервые сейчас фармом займусь в этой игре. Впервые фармом займусь. Так.
Обалдеть. Так. Ой. Ага, понял. И вот это, конечно... Так, мне, значит, надо просто пониже спуститься. Блин. Женя забавно, просто прыгает и подыхает. Сразу вспоминается этот фильм «Убойные каникулы», где чел такой кричит: «Студентики, за что ж вы себя так не бережете?» Да ёбаный нахуй. Так, ладно, пойду сюда. А, подожди. Там никого не встречу. Очень неприятный моб. Жестко уворачивается.
Ой, да ну нахуй. Френ! Чуть не откис. О, здорово! Френ! О, сестра, снова славная победа. Проклятая мощь этого места не может противостоять нашим чистым сердцам. Предоставь же мне, Зази, возможность продолжить нашу благородную охоту, сестра. Эти золотые залы все еще кишат обезумевшими жуками цитадели. Имя им Легион, но мы все равно оборвем нити их жизни всех до единого. Жесткий. Но похож на Дон Кихот. Так, и что тут наверху? Пизда. О, славно. Верхние палаты. Окей. Валера. 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 Да я тут. Так. А. Ну. $900. Нормально. Мало. Этого мало. Но этого мало. А, нет! Блин, человое место. Музыка такая. А за водопадом есть секрет?
Не, нет. Ну, я же... Не Джемель. Блин, у меня там 1000 лежит. Надо пойти забрать. Хотя... Я же могу вот так сделать, да? Да. Так. Тогда... Не по идее в хоровых палатах, точнее в верхних палатах, активировать бы fast travel, а потом съебаться. На самом-то деле. Ну ладно, давайте так поступим. Главное, в стену не надо биться, как в Dark Souls. А как там это происходило? Dark Souls. Валера. О. Валера. Ауч. Блять. Любопытно. О. Панцирные пластины шестерни, из которых можно изготовить летающий автоматон. Сконструировать... О, да, пожалуйста. Еще. Заводная муха. Крылатый механический спутник, который выискивает врагов поблизости и атакует их. О, нихера, прикол. Ну это серьезное дерьмо начинается. Ну тут у меня по сути выбора нет, только вниз.
Сколько примерно часов наиграл? Сколько часов? М, 25 часов. Так, ну-ка. И... Как дела с твоим проектом? Да пока никак. Тупо работаю. Но когда-нибудь за него возьмусь, это точно. Так. Но в целом пока, да, пока никак. Ну, в каком-то пассивном смысле все равно идет какая-то мысленная херня. Что-то записываю там прочее и так далее. Понимаешь? Такие вещи происходят, да. Ну а так конкретно прям, чтоб сидел и делал игру, не, пока такого нет. А. Нихера себе. Какой жесткий мув. Опасный. Валера. Валера. О, если 25 часов, то пора писать отрицательный отзыв, что игра была и сложна. Тут про нет. Деньги не бэкнут. И все в этом духе. Не, это неправильно. Надо такой отзыв делать, когда ты поиграл 1 час или 0,1. Там же такие отзывы есть. Без шуток. Мне отзыв думаю, когда игру полностью пройдешь, надо оставить. Я так думаю. Ну я же в шутку говорю. А так, конечно, да. Не, я полноценный видос запилю какой-нибудь. Надо бы уделить время и записать.
Так я стебусь где-то скидывал, а я наиграл 120 часов, игра не понравилась, не рекомендую. Но примерно такая хуйня могла случиться, знаешь, с какой игрой? Я вот пытаюсь вспомнить. Как называлась? Код Вейн, по-моему. Вот это вот мега дерьмо. Ну чисто из-за жанра я решил его допройти. Ну, я потому прошел что... за 36 часов. Код Вейн? Ну, пиздец. Ну я не, конечно, там не 120 часов играл. Ну, короче, Silk какой-то сколько-то... А, Silk Song. Блять, а тут секрет лежит. Ёбаная ты хуйня. А, погоди. Блять. Это мне сверху там надо было это делать, что ли? Там пойти. О. Не, ну я понимал, что там секрет, но я думал, блять, короче, пиздец. О, работайте, мои телохранители. Повышение уровня для C1 Nex О, 666. с повышением Гейл уровня, 6. поздравляю. Я, кстати, прошел Elden Ring, последнее просужающее О, очко слава ночной, богу. но при этом не убив всех боссов. Чего? Прошел Elden Ring, последнее просужающее очко ночное, но при этом не убив всех боссов. А, там. А. Ну, да. Там тебе, наверное, какой-то определенный ростер боссов дает. Какой-то выпадет, какой-то нет. Там, видимо, такая идея, да? За 60 часов. Да, я не стал что-то задрачиваться этим Найтрейном. А, погодите, где? А, я понял, где. Так, подождите, я сейчас хочу кое-что проверить. Я таки туда вернусь, блядь, и чекну эту хуйню. Вот не обломаюсь и схожу, бля. Так, здесь наверх я поднимался. Так. Тихо, тихо. Далее ролик с концовкой и после титров еще ролик про конячку далее, а потом вернули к стадиону.
И все серое, но можно играть сколько угодно. Понял. Ясно, тут больше ничего нету. Окей. Ну, это, по-моему, очень экспериментальная такая игра от Фромов. Пиздец экспериментальная. Ну, будет бы концовка, если всех победить. Ну, не знаю. Может быть. О, ветхие четки. Наелся и спит. Пам-пинг-пам. О, тинг-танг-тинг, тинг-танг-тинг-о. Я-я-я-я-я-я-я. Тан-ту-тин-ту-тин, блин, мне карта нужна. Ебать. О, карта. 70. Охуенно. Многовато, многовато. Но оно того стоит, конечно. Так, смотрим. А, тут какая-то... Тут какой-то чайник есть. Окей. Надо к чайнику пойти. Но сначала мы отправимся... Нехая. Звонки. Первый алтарь. Первый алтарь. Хайма. Toskolem. Тоскалем. Это колодец в радиане чайник. Колодец. Похож на чайник. Хоровые палаты. Я думаю, сейчас. Да и что тут думать, в принципе. Верхние палаты. О! А чё? Бусинки? Богато украшена дверь, закрыта на простой замок. Да, во времена сначала думали на МКАПСДИ, учили французский, потом думали на КАПСДИ, учили немецкий, потом английский, теперь китайский. Блин, ну это очень заманчиво звучит. Окупится ли? Я, по идее, хотел ключ потратить на принца, который сидит в клетке. А тут просто бусинки. Ладно, не буду тратить. Потрачу на принца.
недоступно это место, в принципе. Так. Причем учили французский, напали французы, учили немецкий, напали немцы, учили английский, напали англичане. Совпадение, однако. Тип того. Little. Vector. Little. Teacher, hold on. Come on. Little Vector. Hold on, Elaine. Come on. Friend. Hermanos. Little. Come on. А русский так никто толком и не знает. Teacher. Нихуя. Босс. Точно. Да, блядь. Окей. Окей, окей. Окей, let's go. Ready, steady, go. Иваров, он что тут мексиканец? Little. Hola, Elaine. Come on. Teacher. Hola, Elaine. Teacher. Hola, Elaine. Hola, Hola, Elaine. Hola, Hola, Elaine. Валера Ильварес. Hermanos. Если будет проходить игру, то только с читанием Ахата. Изи. О, еще? Еще?
Погодите-ка. Почему еще? Мидом и рас... Ну ладно. Ну, Глар, я сейчас забаню нахуй. Блять, да ну нахуй. Ну ладно, это было изи, окей. Со второй попытки получается. Но то, что те тут двое появились, это, конечно, ну нихуя себе. И все такое. О. Нитка-то кончается. Гости, какая редкость. Простите, что не встаю. Дабы вас приветствовать после векового недуга, я не могу подняться с этого ложа. Надеюсь, добрая пилигримка наша Цитадель встретила вас. Так. С радушием, сполна заслуженным, праведным мужиком. Я пережила ее гостеприимство вполне сносно, старец. Ах, мне очень жаль, пилигримка, мы так низко пали. Увы, если вы сейчас пришли искать помощи или понимания, боюсь, мне тоже придется вас разочаровать. Что бы вы ни попросили, я могу предложить вам лишь свою мелодию. Весьма незатейливая, она малейший из всех возможных даров, хотя бы, быть может, ныне она будет цениться больше, ибо ее редко слышали в эти безмолвные времена. Мелодия проводника. Одна из партий трехчастной мелодии, веренная проводниками. Прикольно. Наша песня исполнена на шелковой нити. Столь прекрасные звуки давно не наполняли чертоги. Сохраните нашу мелодию, добрая пилигримка. Вы, возможно, станете последней, кто ее услышал. Мантия проводника изрядно тяготит. Зная цену, прежде чем накинул ее на себя, согласился бы я принять на себя этот долг? Окей. Так, подожди. А тут больше ничего нету. Видимо, нет. Так, а тут что? Хоровые палаты. Так. Ага. Понял. Я вас категорически понял. Хотя, давай я тебе пизды дам.
Так. Ага. Ну да, это я помню. Так, где-то тут у нас архитектор сидел. Блин, надо было пометить мне архитектора, кстати. А, подожди, тут кольцо висит, оказывается. Так. Теперь я понял. Окей. Ну ладно, это уже типа видимо, если мы продолжим убивать вот этих вот челиков, то скорее всего мы пойдем на концовку какую-то. Ну, точнее, окончание второго акта. И таким образом проебем очень много всяких разных квестов. Поэтому надо бы нам сейчас по-хорошечному двигаться назад. Блин, я, кстати, что вспомнил? Пошли со мной. Ну, блин. О! Пошли. А, сука, уходит все время. Ну, ладно. Täällä kävi venda. Oliame. Так, обломок маски обязательно покупаем. Угу, четко. Так, теперь. Как будто бы вниз мне надо уйти. Да, сорян, и ногу заносит. И нога заносит. Так, нижняя цеха. А где? Да. Так. Так, здесь у нас узел. Здесь.
Короче, все вот эти вот помечу, пожалуй. Ага. Ну, тут, в принципе, помечать не надо. Так, первый алтарь. Звонкий узел. Так. Ща тоже карту вертикального подземелья думаю, как визуализировать. Тут так, оказывается. Понял. Вертикальное подземелье. А ты, ну, реально просто посмотри, где уже такое создано. Ну, хоть даже в этой игре. И попробуй скопировать для начала. А потом просто переделай его по-другому. Ну, в том плане, что ты такой берешь и думаешь в контексте своей игры. Мне нравилось, кстати, как в персоне сделано, но там башня в небеса. Ну, можешь оттуда посмотреть. И просто уже в контексте своей игры делаешь Таурус. иначе. Делаешь иначе. И все. Думаю, хорошо сработает. Звонкий узел. Просто есть момент, что локация рандомится. Подземелья измерятся, кроме тех, где вас цели. Как интересно генерится вертикальное подземелье. Ну, насколько это хорошо получается. Так, хорошо. Так.
Булавки достал. Можно пойти в первый алтарь. Сдать квест. Там в каждой локации набор ассетов и развилок в виде дверей, из которых выходишь в другую сгенерированную. Мне просто интересно, я вот о чем задумался, как там вот работает вообще генерация сама в плане, ну, И каждая дверь тебе что-то Как- сулит. как она генерит так, чтобы игра не превратилась в софтлок какой-нибудь ебейший. Ну так, чтобы вдруг тебе не нагенерило тупик, типа и так далее. Это вот любопытно, как это работает. О, так, ладно, тут уже надо идти выполнять это задание. Возвращаемся на дно. Хотя... Ну да. Но правила своей генерации проходимости, как в героях, например. Три удара. Прикольно. Ебать, я мощный. Или в дьявола. Magina Fora. Хозяин, мне поручено разыскать нектар многолетней выдержки. Не найдется ли у вас такого напитка? За изысканным товаром пожаловали, да? Да, у меня, возможно, еще осталась парочка сосудов с ним. Но за бесценок я их не отдам. Запасы в моем погребе последний на весь Фарлум. Когда они иссякнут, ни один жук уже не сможет вкусить все божественные сладости. Ёбаный нахуй рот. Nesvir.
Pesahuu. Миофене? Pesahuu. Дорого. Ничего. Нифига. Они ему памятник поставили. А где он сам? В смысле, а где строитель? Да ну не помер. Вижу, ты открыла большие костяные врата. И даже мое позволение не спросил. Видать, любопытство одолело, да? Там громадное кладбище. Я считала, большинство жуков погибают во время пути, но, похоже, многие из них расстались в жизни еще не успев толком начать свой поход. Может и так. Кто-то из них стал жертвой диких зверей, а кому-то просто не повезло. Ну а некоторые были слишком слабы от рождения. По крайней мере, все эти несчастные покоятся вместе. Смерть только смерть и ничего кроме смерти. Неизбежное будущее в нашем вечном королевстве. Рано или поздно она забирает нас всех. Да. Чужестранцев вроде тебя, славная моя охотница, у нас почти не бывает. Заходи ко мне, когда пожелаешь. С нетерпением буду ждать. Так, мне нужно к Еве. Мне надо к Еве. Ева, 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 Ева. Ах, бля. Что ж, если моя природа, как ты говоришь, раскроет сильнее, я вернусь. А, да? Она еще не раскрылась сильнее? Я думал, она раскрылась сильнее.
Я вспомнить хочу. И вот красиво. Но... Где я тут встречал друида, который варил бурду? Растушки всякие. Свет. Нет, тут его точно нету. Может быть там. Может, на путь охотника пойти? Да где найти-то? Так, это... Ну давай так пойдем. Ауч. А, мне еще блохом зайти надо, кстати. Блохом зайти надо. Давай так пойдем. О, Яннара. привет, ну ты ушел далеко от своего жилища, не ожидал встретить тебя в этих низинах. О, привет еще раз, взрослая тетя, да? Ну, не очень быстро, но она может приходить большие расстояния, следуя за запахом знаний. И посмотри, ну, нашла огромный зверь, скрытый и разорван на части, богатый источник знаний, и ну, будет наслаждаться неспешным их поглощением. Тепло этих пещер сохраняет многие запахи. Это хорошо для Ну, который всегда внимательно ищет новые знания. Окей. Ну, пока. Да не. Ладно, я проверю сначала путь охотника.
Так, а тут новых призов нет? А. Жизнь дана для игр. Расправь свои крылья. Жизнь дана для игр. Будем же побеждать и будем проигрывать. Целься лучше. Старое пламя исчезло. Пересчитай свои пятна. Расправь свои крылья. Жизнь дана для игр. Прикольно. Бромат то тантак. 25 раз из работы прекрасно четкие ожерелья. 25 раз, давай. Сирата Сакрасила. Сакмаса. Бафума! Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Твою-то мать. 12, 13, 14. Давай еще раз. Дадеп. Сирата Сакрасила. Бафума! Блять. Раз, два, три, 4, 5. Ёбаный. 6, 7, 8. Ладно. Все. Масака Сасака. Полная сосака. Надо будет вернуться сюда, помню, потом. Здесь же торговец был еще. Ауч. О! Что тут делаешь? Прикол. Какими судьбами? Шакра, если можно, я попросил бы вас небольшой услуги, требующей ваших навыков резьбы. Внутри зала в цитадели обнаружен новый для меня способ передвижения. Сеть труб, по которым перемещаются суда, приводимые в движение паром и воздухом. Цитадель настоящий лабиринт, так что мне весьма пригодилось бы булавки, чтобы отмечать каждую станцию. То, что ты описал, кажется столь же отвратительным и неестественным, как и все остальное в этом месте. Тем не менее, если это послужит твоей цели, я сделал для тебя эти булавки. Заходи чуть позже, Телепорты. булавки будут готовы, и ты сможешь приобрести. Прикольно. Телепорты? Не, там типа трубы какие-то газовые же есть. Цитадель, в котором я перемещался.
Повышение уровня для C1 на О, с повышением уровня сами. 7. Так. Как у бота узнать уровень? Ранг. Восклицательный знак ранг. О! Ничего себе. А там секрет. О, какой ужас. Меня опять легко обнаружили, словно беспомощного жукчонка. Если ты собираешься и дальше за забаву ради меня выслеживать, мне придется удвоить свои изобретательные Восклицательный маскировки. знак. Ранг. Нет, на английском и слитно. Скрытое найду, тайны живого края, Не то. обещание дочери. Я вынюхаю их. Воля отца. Я раскрою их я. Тайны живого края, скрытое Вот найду. На английском слитно восклицательный знак ранг. О, теперь можно, да? Так, Что вот за сюда. чудный голос? Просто прелесть. О, окей. Вот это нормально. Поживился, поживился. Четко, четко. Тупо ограбил целое племя муравьев. Так, и что тут у нас? А, я же тут это налутал это дело. Типа оставил на потом. Потому что у меня было максимальное количество осколков. А, погоди. Ага. Ай. Бля, он сдох. Потрескавшаяся маска. А чё он сдох? Защитным приспособлением вырезанный из старого жучиного черепа оберегает от критических повреждений, но разбивается при ударе. Разбившуюся маску можно починить во время отдыха на скамейке. А. Ну, окей. У муравьев очень ценятся их белые яйца. В Мексике вообще деликатно. Никогда не пробовал. Не слышал такого. Но в целом слышал и как будто Дороже, бы... чем любая икра. Но добывать, наверное, не очень прикольно. Я представляю себе. Так, погодите-ка, мы тут в прятки играем, да, с этой? Надо найти ее.
Так, тут я ее не вижу. Да они есть только в новых гнездах. Наверняка фермы есть целые по этой теме. Блин, где наш стелс-жучок? Стелс-жук. Я знаю, что они глюкозы съедают. Толюдоид? Интересно. Закрыто. Хорошо. Да, они собирают молочко тлю и тащат в муравейник, у них симбиоз. А, я думал, фермеры как-то доют у маленьких тлей молоко. И такой, типа, блядь, как это вообще происходит? Представил себе такого здоровенного мексиканского мужичка, который такой доит тлю пинцетиком. А они охраняют их и пасут. Симбиоз, да. Дальние поля. Блин, может он в дальних полях тусуется? Или вот в той комнате? Вот тут, а вот тут. А, погоди-ка, а тут я, кстати, не был. Чешо? Вот тут. Мексиканский муравей, который сидит с текилой и дергает ли заполочные сочные железы. Да. Хариба хиба ханда. А еще здоровая шла на голове из сена. Да. Шляпа. Трудиться, трудиться, трудиться. Подкапывать, пробивать, бурить. Копать, добывать, плавить. Во имя священного света. Подкапывать, пробивать, бурить. Трудиться, трудиться, трудиться. Трудиться, трудиться, трудиться. А, 500 бусин, кстати. Very good и very nice.
Так. Думаю, мне надо в дальние поля как-то. Ну Да. вот, убил самых патриотов. Трудяги. Работяг убил. Бедняги. Чему нас учит эта игра? Грабить и воровать. Буровара. Рама. И продолжаем наш труд, выкованный священным долгом. Работа продолжается, закалка, формовка. Да коли придай форму ради фарлума вечного. Да, мы продолжаем наш труд, выкованный священным долгом. Работа продолжается, выкованный священным долгом. Ладно. Понятно. Ну, можно, по идее, здесь спуститься. Мне очень нравится тут покадровая анимация. Тут вообще охуенная анимация. Безумно крутая. Смотри, ты уже почти стала жутым. Уже и попивать начал. Аккуратнее. Узнаешь, о чем и о чем не пойдет. Ну точно не про Россию. Незнание языка не освобождает от того, кто за него может сплотить. Ну, субтитры тут умеются, так что придавать этим словам можно, не знаю, всякое. Шиз в чем угодно увидит всякий смысл.
Наконец-то что-то началось. Ну а вот представь такое. Доверяешь субтитрам, а на деле поют про другое. Тьфу. Это же бред. Твои предположения, чем закончится игра? Не знаю. Я об этом думать даже не хочу. Просто получаю удовольствие от процесса. Чтоб это никогда не кончалось. Она закончится в конце. Это точно. Так, ладно. Ладно. Да бля. Ладно, давай еще раз. Это даже выглядит сложно. Да. Yes.
Блять. Ай, какая тупая хуйня. Ну ладно. Я не понял, и зачем... Ну, в ту сторону пробраться. Там, наверное, что-то есть. Ну, как бы то ни было, надо все исследовать. Блять. Паркурщик, блин. Да блять, ну ёбаный нахуй рот. Паркурщик. Это получается паркур-парк. Да. О. Я ебал und дремал просто. Так, ладно. Сейчас разберемся. Меня эти бомбардиры, блин, Киргуду, ёб твою мать, бесит. Капец у них бомбу дамажит. Радиус огромный и вся херня. Жесть какая-то. А прикинь, люди, они должны еще были сами во все это играть и тестить. Ну, по-любому. Наверняка кайфанули. Не, я уверен, они кайфовали. Типа, ебать. И уровни проверять. А, бля, заебал. Вот сейчас обидно было, блядь. Вот сейчас обидно было. Сколько? 300 проебал. Охуеть.
Блять. Ну что ты за ебота, блять, ёбаный нахуй. Серьезно, блять. Давай-ка тут откроем. Тут по-любому шорткат есть. Как ты создавал выдержку? Думал, прям очень сложно. Придумал, но игроки нашли способ, как его обузить, что я аж сам удивился. То есть я чекал, что оно проходится с 20-й попытки, но они перевернули мои маунт. В смысле, как можно... А, с 20 попытки. О. Вот у разработчика наигранность тоже должна быть, это точно. И видать, разработчики этой игры задрати еще. Хуйня, ебать. Че, он сдох? Да, блять, ну что за ёбань? Алло, блять, пари нахуй. Пиздец. Но я юзал автопрохождение на миллионных скоростях. По сути, там просто цифры все решали. А. Можно осколки добывать бесконечно.
Нормально так. Плюс проеб случился. Окей. Ну что делаешь? Серьезно, блядь. Блин, спать надо. Пиздец какой-то. Блин, прикинь, я сюда вот дохожу с одним хп и умираю от такой вот хуйни. Этой черненькой. Я просто заорал бы. Просто орал бы. Ебать. Так. Блин, ну это странно. В смысле? Чё-то я не вдупляю. Ой, ну как так-то, блядь?
Повышение уровня для Муглорд союзных LVL-33. У нас повышением уровня. А. А, и он убежал. Понятно. Понимаю. Это где сейчас пиликнул? Ладно. Бля, я просто не дожал, что ли? Блять. Ага. Понятно. Ведро до краев наполнено тлеющим кремнием. Сюда что-то надо принести, видимо. Бля. Старший брат Сигнис. Старший братья Сигнис и Грон. Круто, круто. Вот эта битва наша будет сейчас легендарной. Бля. Ну, это пиздец.
Найс. О, лавочка. Ну, давай. О, круто. Ага, понял. Шоколад. Шоколад. Ты меня называла. Шоколад. О, нет. Это же шляпа этой. Интересно, что за них босс будет. О, нет, слава богу, другая. Медальон на память. Джиган. Чика. Блин. Блин. Или Пукачева. Ну, Киркоров был. Не знаю. Может, еще кто-то будет действительно. Надо сделать такую игру. И назвать игру, знаешь как? Народный артист.
И ты, короче, как в Dark Souls сражаешься с всякими разными Киркоровыми и тому прочим. Басковыми. И последний ласт босс будет Пугачева. А каким бы боссом был ты? Какие у тебя были приемы? Не, ну, блин, как главный герой. Я же не народный артист. Блять, а как его ударить? Наконец. Блять, там еще один, да ну нахуй. Ну этого хотя бы так можно поударять. Ничего себе. Бля, вот этой глубины мы, конечно, вошли. Охуевшие глубины. Старый водолазный колокол, его дверь плотно прижата замысловатым зажимом. Водолаз. Замысловатый зажим. Ну окей. Блять.
Интересно, интересно. И я пришел сюда только лишь открыв одну маленькую дверь. Прикольно. Банька. Банька-парилка. Полный расколбас. Замысловатый зажим, значит, вот какой-то. Сука. Вот самые мои бесячие враги это вот эти, пожалуй, ёбаные слаймы. Fabiano. Rama. Buenera. Samene. Так, еще нового. Да, блин. Мгм. Тут я ни разу не был. Как я это место просто так пропустил. О, а там что-то любопытное начинается. Найс. О. Понял. Ща. Так, что-то мне это напоминает арену с этим, как его звали, с ебаной здоровой мухой. Но его тут нету, по-моему.
Ну окей, я понял, хорошо. Чисто бусинки взяли. Тоже неплохо. Но мне кажется, точно где-то должен быть усиленный мув. То есть если... Короче, логика такая, я уверен, что... Что она по-любому есть. Просто. Я ж там еще не был. Да. Вот прям сейчас идеальное место, ну точнее время, чтобы туда пойти. Так, сколько у меня денег? 500. Нормально. Ну давай, блин. Великолепно. Ну уж думал, что-то у него есть хотя бы. Блять, ну какого хуя ты отпрыгнул-то? Ладно. Нахуй, пошли. Нормальным путем. Повышение уровня для C1 Next 666 человека увидел 8. С повышением уровня поздравляю. Твари, бля. Ну, подожди-ка. А там кто сидит? Блять, а где мудак с этим с зельем-то сидел? Где мудак с зельем? Друид этот херов. Пиздец, я его найти не могу. Вообще, только один раз у него был. И все, вот вообще вспомнить не могу, где он находится. Hello, babe.
Так, и что-то такое? О, интригует, интригует. Взяли и закрыли проход. Ай. Жутенько тут. Утрок, блядь. Да, блядь. Ну что за чушь? Так. Друид находится в Махоум, это над костяная низина. А, окей, спасибо. Надеюсь, сегодня успею до него дойти. Да ты прикалываешься. Ага, теперь такой уровень. Блядь, да ну нахуй. Я вас понял. Категорически понял. Хорошо. Блин, капец, мне там запас здоровья нужен хороший. Хотя я даже не
скорее всего, не буду успевать подхиливаться. Ну, по факту. Блядь. Интересно, что будет по итогу этого, ну, прикола? Ну, лава поднимется, окей. Типа уровень изменится там наверху. Надо убегать наверх. Да, это понятно. Ну, я в глобальном смысле имею в виду. Ну ты ебанат. Одно хп, ну охуенно. Тут надо было рывком. Блин, погоди. Чуть не просрал. Ты чё, сука? Бля. Да ну нахуй. Да. Да ебаный рот. Ну что ты будешь делать?
Хорошо. Ну и хуета. Блять. О! Неплохо. Живем. Ха-ха, нормально. Бля. Уёбана. Красиво. Так, отлично. Так. И? Так, значит, куда пойдем? Да, пойдем к этому. К друиду. Так. В костяную низину. Махаум. Ёп. Собака, собака. Собака, собака, собака.
That's fine. Дрейк, мне нужен черпак твоего супа из болотной ягоды, чтобы насытить одного гурмана из цитадели. Ты не прочь им поделиться? Какой-то жук хочет отведать моего ягодного супа. Нужно быть весьма выносливым, чтобы выдержать столь резкий вкус. Это настоявшийся аромат, этот жгучий вкус, вкус наслаждения и боли. Отведав его в чистом виде, он даже может узреть видение. Сможет он ведь их узреть? Дать супа для твоего жука, дабы разделить видение? Да, мы им поделимся. Заебись. Заебись. Так, древний нектар, твердорех, маринованная навозная личинка. Ну, древний нектар я знаю у кого. А, ну, кстати, у меня бабки есть. Пойдем. Let's go, let's go, let's go. Эй. Блин. Так, хорошо. Все так, справедливая сделка. Все выдержанные сокровища хранится у меня в погребе. Полагаюсь на вашу честность и надеюсь, что вы заберете оттуда лишь тот сосуд, что принадлежит вам. Я бы и сам сходил, да и с моим костеневшим панцирем бы взять оттуда сущая мука. А, погоди. Отдых. Это что? Отсылка к квесту с уничтожением крыс в погребе? Бля, засада. И чё нахуй? А где бутылка?
Ну, слава богу. Вы вернулись, барышня, снизу слышался какой-то шум, надеюсь, все прошло гладко? Hironare. Сударь, у вас в погребе, похоже, развелись муравьи. Полагаю, отправляя меня туда, вы просто забыли об этом упомянуть. О, да, ну, с вашим-то оружием, мастерством и всем остальным, уверен, они не создали никаких хлопот. И, кстати, вижу, вы получили свой трофей, так что наша сделка оказалась выгодной для обеих сторон. Желаю вам сполна насладиться сим стинктаром, барышня. Простому пилигриму даже капли всего дивного напитка в жизни не отведать. Мудак. Твердорех и маринованная навозная начинка. Бля, а где его найти-то? Подъем. А почему подъем? Так написано странно. Твердорех и маринованная навозная начинка. Ну, я думаю... Я подозреваю примерно хотя бы, где он находится. Тут, кстати, да, надо бы наверх подняться. С новой этой способностью. Там наверху бложка есть. Блошинка. Так, ладно. Ща.
Сукат. Ты меня называл. Погодите, а мне это вот это вот вообще надо? Блять. Как будто бы не надо. Блять, нахуй я туда пытаюсь включить? Friend. Friend. А. Хоть поспать. Ау. Хе-хе-хе. Нормально. Чего, блядь? Тут кто-то был? О, я тут не был. Заперт звонкий дом. Позвать жильцев. Кто посмел меня отвлечь? Оставьте великую Ярнаби в покое. Кыш-кыш. И кыш, я сказал, если только вы не принесли достойный экземпляр с чем-то по-настоящему мерзким внутри. Иначе оставьте великую Ярнаби в покое. Верхи четкие. О, секрет. Ткани, горючий материал, из которых можно изготовить взрывное оружие. Ай, да ладно, бля. Ну, надо отметить это место. Оружием. Это вам не рочь-то, тем больше нравится яблоки или груша.
Но бывает и груша норм. Правда, я его очень редко ем. Ансурян. А дети больше яблоко любят. И, собственно, поэтому чаще яблоко покупаем. А за что извиняешься? Sorry for what? Friend. Так, значит, давай-ка пойдем в желчноводе. Будем... Будем сейчас тут рыскать. А, и тут карты нет. Мгла. Прикольная лука. What the fuck? Нихуя себе, просто призрак. Ничего себе. А сливой кушаешь? Бывает. Прям покупаешь. Или те, что с соседского огорода торчат? Да не. Ну где ты в городе такой огород найдешь? Конечно, покупаю. Я пришел туда же, где... Откуда пришел? В смысле? А как так получилось? Интересно. Ауч. Блять. Городом. А вот отойдешь чуть за переулок, и там Юстаслив Черноплодский. Friend. Ну я такого не встречал, такого не встречал. Чудно.
А, и туда только двойным прыжком, что ли? Ну ясно. Любишь по грибу сходить? Этим у меня жена любит заниматься. Мне лень. Но если бы предложили, то я пошел, наверное. Скорее всего, пошел. И на рыбалку? Рыбалку только в детстве ходил. Как-то было дело, щуку ловили на рыбалке. Ну, как будто бы в детстве часто рыбачил. И причем рыбачил там не с отцом, а тупо там рандомно, типа с пацанами. Каркена. Сколько же далеко завели на странстве, дитя, носящее иглу. Здешний студеный воздух пронизывает панцирь не хуже клинка. Согрейся моего фонаря, пока я забыл наставницу. Regina Fora. Фарлом изобилует столь жестокими крайностями, вероятно, отчасти поэтому пилигримы так ревностно испытывают себя в противостоянии его вызовам. Лоскакор. Возможно. При нашей первой встрече я не испытывал особого уважения к этим слабым закутанным в тряпье жукам, слишком трусливым, чтобы даже носить оружие. Однако, Дандаку, порой мы судим слишком поспешно. В них есть своя изящная сила, хоть мне и трудно постичь ее истинную природу. О, yes. Чё ж она не может мне дать сразу желчноводье? Раки. Плати, говорит. Ой-ой-ой, вот дурак. Не ломай. Сестра-паучиха, коли ищешь общение с существом на вершине сей горы, прими восхождение наверх как испытание. Вызов, превосходящий даже наши возможности. Достигнув пика и воззвав к всему созданию, знай, что оно само решит, какой дар тебе не спаслать, и смерть столь же вероятна, как и откровение. Вот это прикол. Вот это прикол. Карасей ловили? Карасей? Ну, всякую рыбу. Однажды даже сома ловил. В Амге. Сомы эти... Там, короче, у мелководья рядом с берегом На шины лягушку. ставили. Шины ставили. И эти сомы любили в эти шины, ну, заходить. И там, ну, типа, ну, тусоваться, плавать или спать. И, в общем, эти шины рассматривали, ходили и просто палку брали и к нему еще одну палку вот так вот к концу приделывали гвоздем. И вот с этой, с другой стороны
этой палки. Другие гвозди забивали. Получалось какое-то такое, ну, типа, кустарное копье. Я хуй знает. А где мое вот это вот все? Я не понял. Сома не пробовал ни разу. Не. Ну, ловить-то ловил. Но похавать его так и не довелось. По-моему. Ну, то есть, у меня в памяти такого нет, чтобы я его кушал. Знают только меня Сома. Мясон. Ну и хули, блядь. Ну тут только... Ну тут надо что-то это... Что-то теплое. Тут явно без этого никак. Как будто бы. Ну давай вот эту сторону попробуем почекнуть. А. Ах, ебать его рот. Чего, блядь? Я вообще не понимаю. Так, ладно, я что-то... Окей, сейчас попробую кое-что.
Охуеть. Ну не, это какая-то туфта. Ва-ва. Пушанка. Ну мне тут явно мех какой-то нужен. Не знаю, даже это вообще реально успеть. Попробуем еще. Я не понимаю. Вот тут я хуй знает, что там от меня хотят. Там херня какая-то творится. Ну то есть, как будто бы я там максимум делаю, что возможно. Практически. Может, я чего-то не вижу. Блин, это так странно. Там вот где-то по-любому должен быть вот такой вот. Одна такая лампа должна быть по-любому. Блядь. Блядь. Ёбаный рот. Ладно. Но это было бы очень странно, если бы мне не давали бы пройти. Да ёбаный рот.
Ну-ка. Фрэнк! Ладно, наверное, где-то тут что-то есть. Прикольно. Ах ты, мать твою. Фрэнк! Аллилуйя, 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 аллилуйя. Yes. Кристалл памяти. Камень с отражающей поверхностью мнемонической свойствами. При нанесении урона владельцу кристалл превращается в воспоминание о нем. Если к воспоминанию прикоснется враг, оно рассыплется, превратившись в острые шипы. Вообще не понял. Что?
Я тоже. Ниппон. Никто не помнит. Блять. Так. Так, ну давай сюда. Ауч. Так, погоди. Бля. Нитки больше нету, да? Наверное, нет. Да, блядь, куда ты? А, погоди. Охуеть. Скамейка. Вот это да. Сейчас, погодите-ка.
тут и система потока ветра. Ну, в одном было, да. Там, где пески были. Как-то там она называлась. Какие-то там, типа... Как он там назывался? Я не помню уже. Какие-то лестницы. Там тоже такой подъем был. И там все время буря была песчаная. Прошарфик. Шарфик. Древний настроечный механизм. Сейчас я достиг вершины. Найс. Да ладно, босс. Что? Плащ из пухов фейфорнов. Ваш плащ подбит дивным пухом. Выполните прыжок еще раз, находясь в воздухе. Воспарите над врагами, достигните новых высот. Разите противника сверху. Нифига круто. Теперь я не мерзну. Балдеж. Кайф. Супер. Блин, там всего же чуть-чуть. Ура. Фрэнк! Так, подождите.
А, я что-то туплю. Ща, погоди. Мастер масок. Посетительница какая важная, но у тебя уже есть маска, уже есть лицо. Я высекаю маски лишь для тех, у кого их нет. Каждый достоин лица. Право на бытие, пока мои силы не иссякнут, я буду даровать лица безликим. Чтобы существовать, нужно иметь лицо. Это самое главное. Работать, трудиться, маски должны обрести форму. Повышение уровня для C1 Nex 666 человека LVL 9. И чё? Земля, что обрела определенность, маска, чтобы скрывать. Свежие лики для всех. Разве может быть дар лучше этого? Земля, что обрела определенность, маска, чтобы быть кем-то. Маска, чтобы скрывать. Свежие лики для всех. В древнем твоему роду должно быть известно, сколь невежливо лишать меня маски. Без нее бремя моей работы становится невыносимым. Я хотел услышать, как вы говорите в ясном уме. Творец, пусть вы и противитесь этому. Все так. Что визит не стал для меня неожиданностью. Я чувствовал волнение нашей монархини. Даже тут, так далеко от нее, дрожь от того, что к ней приближается кто-то из ее рода. Значит, ты готовишься к схватке с ней? Просто музыка для ухей. С той, что восседает наверху, с нашей великой, но изможденной королевой. Наша встреча кажется неизбежной, однако прежде я должна обрести силы, чтобы исход был благоприятным для меня. Как я и думал, вашему древнему роду не велено жить в мире друг с другом. Что ж, если ты держишь верх, я попрошу лишь об одном. Позволить моему труду продолжаться, каким бы ни стало это царство. Ты должна понимать, сколь необходима моя служба. Ты договорилась с существом наверху? Твои многоногие предки, как когда-то, находили ее общество весьма привлекательным. Настолько, что воздвигли в свои покои в призывный механизм на самой вершине этой опасной горы. Я почтил ее своим визитом и была удостоена ее милости. Ее пух теперь наполняет мой плащ, отлично защищает меня от леденящего дыхания этих высот. Получить столь бесценный дар тебе оказали великую милость. Похоже, она сделала свой выбор и стала на твою сторону. Не думал, что она так враждебно настроена к нашей нитяной владычице. Должно быть, она тоже почувствовала ужасное положение дела, еще более суровыми перемены, кое уже не за горами. Вы обладаете особым видением, мастер? Скажите, что вы видите во мне? Твоя маска, она читается достаточно легко. Древняя, наблюдательница, охотница, даже монархиня. Хоть ты можешь и отвергнуть сей титул. Сложный облик, быть может, но все же, на мой взгляд, он выглядит незавершенным. И чё? Если вы видите некое переходное состояние, знайте, я приняла его. Моя маска хранила свою неизменную форму на протяжении бесчетных жучиных жизней. Все так. Насчет неизменности я не сомневаюсь, но ваш род редко развивается равномерно, а жизнь простых смертных жуков не лучшая мера времени для такой, как ты. Возможно, впереди тебя еще ждут великие перемены. Но довольно разговоров, древние. Мое предназначение не терпит покоя. Хорошо, мастер, я покину вас. Benny Frank. Ну, по сути, то же самое.
Снова свою маску одел. Около вышки. Tamirian. Ну ладно. Ауч. В смысле? Я не открывал, что ли? Ага. Найс. Еще одна маска на подходе. Ну, по идее, можно попробовать подняться максимально наверх. Ну, типа с этой теперь штукой. Очень даже. И холода нет теперь.
Блин, так мы не поднимемся. Ауч. Ничего себе. Да, ёпт. Ну что я делаю? Да. А как это сделать? Ну, разве что вот так. Блять. Ёбаный стыд. Это, конечно, пиздец. Что за хуйня? Ну, теперь благодаря второму прыжку надо переучиваться тихонечко.
Прям как Алиса в стране чудес. Падает, падает, падает кроличью нору. Ауч. А, мне просто вот так вот выкинуло, да?
Ну, окей. Двойной прыжок взяли. Мгм. Подточенные ступени. Ну-ка. Пойдем чекнем все места, где мы не были. Бля, уже 3 часа, ёбаный рот. Ага, этот хер тут, Гриндл. Эй, что это такая расфуфыренная жучиха выискивает в уютном уголке Гриндла? Прослышала, что у нас есть кое-что ценное, да? Охо-хо, но сюда и правда попадает немало лакомых Да, вещиц. конечно. Меня мало заботит, каким образом ты добыл свои товары, вор. Если у тебя есть что-то достойное обмена, я готов расстаться своими бусинами. Что ж, от честного обмена мы никогда не откажемся. А теперь взгляни, что у нас имеется. Нихуя. Главный инструмент для нашего промысла. Бросаешь большую иглу и сапываешь побрякушку прямо с панциря своей цели. Метка вора. Покажи всем, что ты из воровской братьи, и собирай больше бусин с повешенных врагов. Только будь осторожен, когда станешь их обчищать, чтобы не потерять свои. Ха. Ну, я могу купить у него псалмовый цилиндр. Так. Хорошо. Так. По идее, даже можно в костяную низину просто дайвнуться здесь. На похуй. Угу. Бля, что я нажал?
понял. Тут какая-то непростая платформенная тема происходит. О, найс. 8-я маска. Ну, отлично. Так, здесь мы все сделали. Ну-ка, пойдем в панцирный лес. Так, тут тоже все сделано. Так, посмотрим, куда можно двинуть. Двинуть можно в червоточины. Там есть дверь, кстати говоря. Дверь. К большим вратам можно, по идее, пойти. Так, поточные ступени еще раз. Заодно блох поведаем. Бля, какой же это изи становится. С даблджампом.
Бля, я что-то не вкурил. Там же что-то есть. А, чел. Блошиный караван. Так. К нашей компании примкнула необычная блоха. Мы рады каждому, но если это новички что-то такое, что чего у меня шерсть встает дыбом. Его повозки можно попариться, но за каждое посещение он просит целую кучу бусин. Коих у нас блок всегда раз-два и обчелся. Неужто за нашу компанию безопасность будет сулить наша немалая численность, нам не полагается скидка? Мы останемся тут на некоторое время, сударыня Хорнки. Будем молиться, чтобы еще больше потерявший блок пошел к нам в дорогу. Все, кто мне встретится, направляю к вам блошиным предводителем. Buenera. That's fine. И снова здравствуйте, сударь. Вижу, вы благополучно присоединились к каравану. О да, все благодаря вам, дорогая сладкая моя. Хе-хе. Блошиный предводитель, этот старый зануда настаивает, чтобы я называл вас сударыней Хорнет, но столь колкое имя плохо сочетается с вашей изысканной красотой. Можно ли мне называть вас как-то нежнее, дорогуш, например, нектарной сладостью? Najina Fora. Нельзя, зовите меня по имени или никак. Да, так, конечно, конечно. Теперь я поведаю вам свой маленький секрет. Моя повозка, знаете ли, служит еще умиротворяющей купальней. Весьма изобретательной, на мой взгляд. Вода внутри обжигающая, горячая, чиста, как молитва. Я бы с превеликим удовольствием позволил вам понежиться в ней за умеренную плату. 10? Ну давай. Как раз подхилимся. Спасибо вам, спасибо. Я буду бережно хранить все благоухающие бусины. А теперь прошу вас, не стесняйтесь, входите. Найс. О, подхил жесткий. Ха-ха, сука, он подсматривает. Дадышно, дорогуша, дадышно. Вернулись, чтобы воспользоваться повозкой купальник Крата. Поддерживаю с нее обжигающее тепло специально для вас. Охереть. Извращенец. Блоха извращенец. Так, подождите, а там чё? Я таки не понял, что тут вообще. Карта показывает, что тут как будто бы что-то есть. Блин, как будто бы отвар надо было выпить. Как же намного проще с двойным прыжком. Просто пипец. Намного проще.
Так. Что-то я не помню, в терминусе было что-то на подъем. Вообще не помню. Тут карты нету. Окей. Есть тут кое-что. Ну, кстати, тут же архитектор у нас есть. Так, вот сейчас не понял. Sì, maggiore. Catastre. Блин, вот это купить надо. Найдите инструменты, чтобы доказать свое мастерство. Два инструмента осталось. И тогда она даст мне ключ свой, типа. Угу. Прикольно с пухом.
Ничего нету. Ну, медальон на память. Ага, нихуя прикольно. Ох, ход тапс, что тапс? Сам. Привет, Вован. Здорово. Чат подчинился. Но. Выходной кончился. У чате. У Рутони чата кончился выходной. Ты охуел, что ли, блядь? О, вот тут еще. Блядь. В памяти тишина. Довольно. В памяти покой. Это мой... Этот неумолкающий звук. Довольно. Мне надо как-то выключить эту хуету. Надо еще вверх подняться. Ауч. Да блин. Да блин. Сижу с массажером для шеи. Прикольно. Началась у меня болезнь программистов. Что, реально помогает? Прикольная тема. Шею сводит.
Священный цилиндр. Что запомнить мелодию с этого цилиндра, мне понадобится исправное устройство для его прослушивания. То, что стоит здесь, давно пришло в негодность. В катакомбах наверху остался последний разумный смотритель. В его покоях есть такая машина, мне нужно лишь вернуться туда. Сдох нахуй. Повышение уровня для C1 Nex 666. Случай LLV Повышением уровня. Блин, как же без карты херово. Так, и где тут ебучий смотритель, я вот не помню. В какой-то комнате, помнится, сидел. Где-то он торчал в какой-то комнате. Так, прикол. Да, карту наконец. А, да? Прикол. Вот это реально хорошо. Плащи хора. Наши одержимые братья, что скитаются теперь по великим залам, до сих пор одеты в изящные белые плащи. Жителям поселения не помешали бы одеяния. Ты с такой хорошей защитой, пожалуйста, раздобыть парочку. Окей, изи. Тупо фейс-ролли. Ну, ладно.
Янара. Я нашла псалмовый цилиндр в темных покоях внизу, полагаю, на нем уникальная для твоих товарищей, для твоих хранилищ мелодия. Воспроизведи ее для меня. Она осквернила своим присутствием дальний покой понтифик и похитил священную песню, где твое уважение отпрыск ткачей. Память о наших почтенных усопших оскорблена. Столь с дерзким вторжением в их палаты и грязным мародерством. Danny Frank. Сейчас у меня нет терпения выслушать тебя дерзости, смотритель. Приготовь цилиндр и молчи, иначе горько пожалеешь. Пожалеешь, нет ли? Нихуя ты меня обогатил. Музыкальное сопровождение для хора с мотивами восхождения. Музыкальное сопровождение хора с мотивом спасения. Nesvie. Hasvin. Отпуск ткачей нашла его. Священный цилиндр нашего понтифика был похищен у тьмы, что царит внизу. Никогда так гласит наш закон. Наша мелодия никогда не должна попасть к жуку, что не является смотрителем. Но ты, неразумная ткачиха, вот-вот разрушишь наш устой с безрассудной легкостью. Да, Фенестра. Твоего понтифика больше нет, смотритель. Твои товарищи превратились в пустые оболочки или стали жертвами нитей. Законы, властвовавшие раньше в этих катакомбах, умерли вместе с ними. Что ж, будь по-твоему окаянная, можешь забрать священную песнь, и да будет тебе мука, если мы оба окажемся навеки за это проклятое. Мелодия смотрителей катакомб. Одна из партий трех. Божественная музыка. Душа вечного Фарлума обнажена. Неужто в наш проклятый век еще можно получить такое благословление? Что ж, отпрыск ткачей, ты получил нашу мелодию. Запечатлев ее в своей памяти, ты сможешь выйти с ней за эти стены. Ну скажи, стоило ли похищать это знание? Тамия. Стоило, смотритель. И знай, твое служение все еще не окончено. Твое служение мне еще не окончено. Сохрани этот цилиндр в целости, как и другие, кое я могу принести. Съебал нахуй. Так. Пу-пу-пу. А, там закрыто.
прикольно. М. Бля. Как же я снова в этой залупе оказался. Блять. Где я? О, а там так дохуя. А там сейчас так дохуя. Так.
Скривленный бутон. What the fuck? Скрученный в клубок пепельная лоза, которая издает непрерывный крик. Хм. Что, блядь? Типа я какую-то абсолютно проклятую хуйню взял. О, какое убогое место, сука. Интересно, хоть кого-нибудь эта обезьяна напугала? Не кисни, на радуге зависни. Не кисно, не кисно. Какая же длинная игрушка. Да это охуенно.
Бля, нихуя. Удаленная память. Типа это одна из тех игр, которая, ну, хотелось бы, чтобы долго не кончалась. Аях накачал на пол экрана полоска. А я хп накачал. Типа... Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Миофене? Шакра, вижу, вы тоже смелись вступить в эти болота. Вершины Фарлма оказались весьма неприветливы. Тут пролегал путь моей наставницы, я следую по нему, но ты совершенно права, это место не для меня. Тень цитадели лежит на этих землях тяжелым бременем. Я уже чувствую близкое присутствие этой жуткой громадины. Неудивительно, что она душит эти сырые застойные пещеры. Кстати, Это чудовище из чё металла там и с камня мясом совершенно по из- итогу доставил все в срок и дали имбу. Лаура, Доставил. Но я еще работаю над тем, чтобы получить имбу. То есть доставка мяса это лишь пункт для получения имбы. Вот. Курьерский ломтик мяса доставлен. Теперь твердорех и маринованную навозную личинку надо где-то найти. Я хуй знает, что это. Бля, нихуя себе. Так, да. маринованная навозная личинка, вкусняшка прям. Да. Ну, маринад-то хоть, надеюсь, там нормально, мясной. Все как положено. Ну, не мне его есть. Так что супер похуй. Я бы даже еще до кучи туда насрал бы в этот, ну... Я бы даже этот ломтик мяса обоссал бы.
Да, блять. А чё такова, жизнь любит рисковых парней. Рисковые парни. Friend. Так, надо жизки нафармить. Все готово. Блять. Все бусины проебались, в стену уебались. Ай, да за что? Ничего себе, там скамейка есть. Блять, ну это что за хуйня? Блять, какой же, сука, ублюдок. Вау, как это же, ну, замечательно. Ха-ха-ха, наебали, блядь. А, ебать, смешно, пиздец. Юмор. Юмор. Блядь. Охуеть, забайтили. О-хо-хо-хо. О, блядь, ебать, нахуй. Пиздец. Просто признай поражение. А что такое поражение? Я не знаю такого слова. Ага. Верим.
Ну это пиздец. Ебать. Какой же ебанутый длинный уровень. Просто какая-то мразь. Ну это пиздец. Ну ладно, давай ластецкий траик. Все. Это уже 4 утра, блядь. Цитирую: «Хочется, чтобы игра подольше не кончалась, лал». Да. Но не таким же образом, блядь. Любопытное местечко.
Да, это какой-то рофус. Что-то я не понял, блядь. А. Там вообще что-то типа нихуя нету. Ебать. Ебать. Бля, какие же они максимально ублюдские твари просто.
Как же я живу просто. Бля. Ну все, я умер. Хотя вот на этих вполне сильно фармить смогу. ХПшку сейчас нафармлю. Так, хорошо. И еще одну. Все, пойдем отсюда. Блять. Да блять. Ну это пиздец. Вот это, пожалуй, самый душный уровень во всей игре. Опять ёбаное болото. Конечно же, болото станет душным, по очевидным причинам. Блять, хотел бы я глянуть на человека, которому нравится болото. Локация болота. Такой просто охуевает, и балдеет этот болот. Вообще. Чисто такой алабамский реднек, нахуй, какой-нибудь. Луизианский или да. Петербуржец какой-нибудь. Бля, сука, моча ебаная, сука.
Ну это пизда. Ну это ёбаный рот. Ну это же, ну блять, это же бесчеловечно. Индус какой-нибудь, наверное. Он такой, о, это же мои, бля, бумбаи, нахуй. Динг-линг-динг-динг. Еще бы удивлялся, типа, блядь, а почему вот эта вот вода с этими прекрасными червями наносит какой-то отрицательный эффект моему герою, типа. Есть черви, значит, вода полезна. Да, блядь, иди нахуй, а, ёбаный ты, сука, рот. Так, с этой стороны лучше встану. Повышение уровня для C1 Nex 666. Случай LLVL 11. Ну, поздравляю. Пошел нахуй. Блять, ради этого только сюда шел, что ли? Ты ебанул ты? Нет? Не верю, блять. Ну, слава богу, там проход есть. Я чуть не охуел только что. Один мат равно 70 годам ада. Это сказали так ученые, и ученые, они на самом деле умные. У них много IQ. Каждый раз никак не могу с этим поспорить. А, бля, ёбаная, сука, тварь. Нихуя себе. Ебать. Брал великий.
Охуеть. Вот это да. Бля. Вот это классно придумано, если что. Ну это пиздец. Я что могу сказать? То есть мне надо... Я хуй знаю. Да, блядь. Бля. Блять, иди нахуй, а. О, еще в говно окунулся, пиздец.
Да, блядь. Но я ебал просто. А, я опять не туда пошел. Буду максимально аккуратно. Блять. Блять.
Сука, со второй попытки, блядь. О, боже, какой же ебанатский босс. Господи. И что? Иди нахуй. Реально мне просто скамейку дали. Пошли нахуй, блядь. Сука. Душа искать. Да, очень странные у меня предметы, конечно. What the fuck? Это что за кошмар нахуй? Для коллекции, пожалуй, убью его. Пиздец, что за хуйня тут творится? А он не умирает, в принципе. Ну ладно. Блять. Не бессмертный, что ли? О, нихуя, ключ отступника. Ничего себе.
Паучиха, твой запах странный, но похоже я чувствую, как ты напряжена. Ты считаешь меня угрозой? Чья она такая длинная игра? Да она охуеть длинная. Предима. Эти земли вынуждают меня быть осторожной, высокое создание. Да и ваши острые когти, я вижу, не раз спускались в ход. Звездец. Да, я убиваю, причем с удовольствием, но лишь для того, чтобы прокормить себя и свое будущее потомство. Твое мясо дало бы много сил, вот только его слишком сложно достать. Твой длинный ложный коготь быстро ударит в ответ. Buenera. Путница. Хорошо, значит вы знаете о моих способностях, как и о ваших. Давайте же заключим Тогда мир, точно играть не буду. дабы мы обе остались живых после этой встречи. Ты останешься, паучиха? Моему потомству нужно мясо, много мяса, внутренности других, или же ты предложишь свои? Принеси в дар теплое содержимое панциря, устроив моему потомству сладкий пир в честь появления на свет. Пир для выводка. Обещать исполнить желание. Пизда. Охуеть. И чё? Мне прям... Agina fora. Свои внутренности охотницы я вам не отдам, но могу принести мясо тех, кого убью. Договорились, паучиха. Пронзенная, порубленная, опаленная, неси все. Мне понадобится много, дабы насытить свое будущее потомство. That's fine. У меня есть инструменты, чтобы приготовить мясо так, как вы хотите. К счастью, на ваших землях я бы завелась обширным арсеналом. Мое потомство уже скоро появится на свет, паучиха. Сделай свою работу быстро и получишь награду за убой. Должна запомнить ваши мордочки. Все должны быть сыты. Взмывайте с водом пещер. Выслеживать, вынюхивать, искать. Я должна увидеть ваши острые коготочки. Должна запомнить ваши мордочки. Взмывать с водом пещер. Гнать бегущую страху добычу. Все должны быть сыты. Ёбаный рот. Пир для... Ой, ёбаный рот. Ой, ёбаный рот. О, бля, согласна, да? Пиздец какой-то. Это мне... Блять, а это что мне делать-то нахуй? Да, чел. Повышение уровня для сорных сводча LVL15. Хелл Рокси. Похоже. У вас повышением уровня. Не, ну чел, конечно, подкинул мне охуеть какое веселое задание. Это типа мне еще, блять, подниматься нахуй обратно. Я всегда угораю над такими мемами в плане, кто-то сидел и подумал, а это хорошая идея, запарился, блин, сделал, сфоткался, ахах. А че за покемон с тобой летает? Робот. Собрал его в одной мастерской.
Прикинь. Киберпанк. Да. Это пиздец. Это пиздец. Эйра! Бля, тут так дохуя локаций, что просто ебануться можно. Я сейчас типа даже, ну, немного хз куда идти. Блять, этот чел пищит. Бля. Я хуй знает. Тут все сделал. Тут все сделал. Костяной погост. Тут что? Бля, вот тут что-то есть. Вот тут что-то есть. Кто там кота режет? Искривленный бутон. Скрученная в клубок пепельная лоза, которая издает непрерывный крик. Ахах. Вот такая вот загогулина. Так, сейчас мне надо понять, куда идти вообще. Вот если я налево пойду, там мгла. Во мгле... Блять. Ну пойдем в углу, что ли. Нихуя там ловушка. Что, блядь? Вау. Блядь. Окей, эта локация совершенно ебанутая.
Вы поняли, что тут вообще происходит? Меня рандомит по выходу. Охуеть. Блять, как быть? Чужая земля, около 15 дубляжей. Какой выбрать то? Ага. Не знаю даже. Раньше был один хихидок, и не надо было выбирать. О, муки выбора. Я все Lord Film озвучку смотрю. Ай, блядь, ёбаная хуйня. 5 серий от Казахстана отбитая вышла и прикольная. Ну, я обязательно гляну. С женой. Театр кринжа, но забавный. Да сегодня брат нахваливал. Так, а как из этого пиздеца выбраться вообще? Я Венсдей досмотрел их. Теперь еще ждать сколько? А что там прям продолжение обещают? Тоже посмотрел. Норм Винсдей. Ну она популярная, ясен фиг ее будут доить, пока совсем не сольется, как пацаны и... Ну, логично, да. Два сезона норм, по кайфику зашли.
Надо бы глянуть. А может тут надо следовать за мотыльками? Правда, я не понимаю У логики. меня уже голова кружится за ней наблюдать. А, вот как это делается. А до ночи, Михалыч. Музыка меняется. Прикольно визжит. Бля, охуенная локация. Такая непростая. Не, нахуй. Боюсь, я опять потеряюсь. Там, походу, мгла опять. Выпускной орган.
А, мы эту ёбаную машину наконец-то выключим. Че от тебя отваливается? Личинками заразился. А эти личинки кушают мой шелк. Ну и типа из-за этого я теперь хилиться не могу. Лисный. Но, бля. Сифа. Сифа, сифа, сифа. Слава тебе, Господи, Боже мой. Ага, понял, окей. Музыка стала громче. Ёбаный. Ебать. С первой попытки просто разорвал.
Поперечный стежок. Умение с шелком. Нажмите R1, оборачиваю. Шелк вокруг иглы. Чё-то Вы он можете такой. отражать удара врага и сразу же контраковать. Умение шелка можно выбирать на экране знак. R1. Это на страннике? Нихуя. Но это было очень круто. Серый призрак. Победите фантома. 10% только нашли этого серого призрака, победили. Окей. Прикольно. Но сражение было эпичным. Чертовски эпичным. Парирование. Ебать, у меня полноценное парирование появилось. Вау. Блин, даже так. Я понял. Ну нихуя себе, я сказал себе. В памяти покой. Довольно. В памяти тишина. Ну все, упокоили. Так. Шепчущий катакомбы. Звонкий узел можно уйти. Я пойду сюда лучше. Там файтинг от райотов. Вышел, они его делают уже лет 10, блин. Файтинг от райтов. Типа по вселенной Лоу. Ага. Любопытно. Уач долго делают. Что думаешь, что это будет? Ну, в плане... Бесплатная она будет и еще что.
Те с собой детали сердца, ядра, как тебе удалось найти такой редкий артефакт? Кадестре. Они валялись по всей цитадели, но при этом каждая, казалось, была бы оставлена зацепленным умыслом. Кто-то хотел разобрать эту вещь, но я проявил достаточно уважения, дабы Но сохранить мне ее мало честь целой. интересно, скорее всего, фри-то-плей. Это сердце вдохновенное творение, задуманное первой моей серии для создания механического рыцаря с клинком. В нем я вижу талант моего предшественника, безграничный, ныне утраченный и забытый. Я никогда не смог бы скопировать произведение столь тонкой работы. Федастема. А что это за рыцарь обладал этим сердцем? Поведайте мне о нем. Сияющий орден механические стражи столь впечатляющие и величественны Будут в своей как работе, волки что на они были скинчиках владельно зарабатывать. связаны с наивысшим священным долгом. Да, скорее всего. Задолго до создания главного механизма стражи отправлялись на поиски жуков, в том числе и за эти стены, дабы привести и заставить их служить цитадели. Если сердце будет возвращено в оболочку стража, возблагодарит ли он за пробуждение, или же будет оплакивать ныне погибшие земли? Яннара. Со временем создателя я, быть может, выясню это. Интересно. Они еще мо делают тоже лет 10 уже. ММО. Бля, это так странно. А клиенты в лоле починить не могут с момента создания. Да, это, конечно. Да. Самый говенный клиент, который я видел. Ну, эти сессионки, такая туфта. Сейчас от меня от них огромный перерыв. Он у меня один раз 16 гектар оператива съел, не игра, а клиент. Нихуя себе. Там бак на баге ахах. Блять, в смысле, нахуй? Мне с этого выпускного органа надо налево еще пойти все-таки. Что ли? Не, да ну нахуй. Да не, да ну нахуй. Не, в пизду. Короче, это я завтра буду делать. Короче, да, сегодня прям нормально. Ну, запрогрессили жестко. Капец, дохуя чего сделали.
5 человек. 5. 5 человек. Ну и дополнительные 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ли прошел, что ли? Не прошел. Просто мне стало интересно создателей глянуть. Ну да, чилики пока и фику сидят, делают. Охуеть. Это без... Это великая игра, ребята. Великая игра, я вам говорю. Великая, бля. Ну ладненько. Пойду я спать, отдыхать. Пиздец. Завтра как просыпаться буду, хуй его знает. Хуй его знает. Придется выпить дохуя кофе. И все такое. Да. Ладно, всем спасибо, кто был. На самом деле, лично хорошо посидели. И всем пока. Завтра или послезавтра заведу.